Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Ой, доллар, серьезно, Hamdi şu an. Делаешь, оба делаешь. Хауа, Митванов, куда ты делся? Бисмилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. У нас сегодня прямой эфир. И мы подождем сейчас, пока подключатся остальные с Ютуба. И будем проводить эфир. Так, Ибраим подключился. И мы сейчас начнем. Так. Ну что ж, дорогие мои братья и сестры, давно мы с вами не были в эфире. Büyüstükler sen hami yicri vecri ويطانا دحور بوم وغوش خيتر قولم markalı 3 nokçı koman versimatta kerindi nahdar mulaha nokçu matta dahuri ve
Мархал халяться вайгулан тавана версия махтара губой. Уважаемые друзья, сегодня я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов. Мы в последний раз с вами об этом говорили. Конечно же, очень много писали. Я не знаю, есть очень хорошая поговорка, пословица: после драки кулаками не машут. Однако, в любом случае, тема получилась по ходу резонансной. Кому-то чуть позже она дошла, кому-то чуть раньше. Тема, касающаяся... Сегодня мы не только ее будем обсуждать и ответим на ряд вопросов, интересующих нас. Если у кого-то будет, так сказать, желание отправить запрос в прямом эфире, никаких проблем нету. Мы обязательно примем и запрос. Никаких проблем нету. На две части. Первая часть о пресловутой книге истории, которую, к сожалению или к радости, после решения вопроса подняли и общественные деятели. Хотя, честно сказать, я немножко не понимаю, поскольку если вопрос решен, имеется в виду на самом высшем уровне, я не защищаю ни в коем случае людей, которые допустили данную оплошность, но крайне интересно было услышать мнение людей, когда до них довели информацию о том, что на самом деле вопрос на самом верху чрезвычайно быстро был решен, и без разницы, какой бы то ни было республики, если бы это сделал кто-то, допустим, из Карачаево-Черкесии, или Кабардино-Балкарии, или Калмыкии, никаких проблем не было бы. Мы бы сказали, что огромная благодарность, что первые подняли этот вопрос, затронули этот вопрос и решили его в правильном ключевом, так сказать, направлении. Ключевой вопрос, который в истории не должен возникать в 21 веке с учетом того, что было ранее. А ну-ка, колокольчики. После этого вопроса, когда сообщили, сейчас подождите, сообщили о том, что данный вопрос уже решен, рассматривается, попросили изъять вопрос об изъятии закрыт и предоставлять и любой этот вопрос, сказали, что все республики, которые там задеты, или их версию, правдивую версию тех народов, которые были реабилитированы, когда этот вопрос таким образом поставили, что они должны предоставить информацию, книга будет исправлена. Этим все закончилось как бы. Хотя на самом высшем уровне этот вопрос закрыт. И министр образования, и остальные все на высшем уровне этот вопрос был решен. В ключевом плане, для нас в позитивном плане, так сказать. Другой вопрос, зачем после этого было поднимать там какой-то ажиотаж. И на этих вопросах хотел один вопрос. Так, хотел посмотреть один вопрос. Хотел посмотреть, здесь вроде бы был этот. Дайте мне буквально минуточку.
на две части я хотел разбить его. И хотел посмотреть Сейчас мы буквально на вопросы, конечно, тоже будем отвечать. Дайте немножко. Так. Хотел найти один момент. Момент этот я видел на книге. Поэтому хотел его сразу, чтобы было закрыто. Так, это чечен, структура общества, расселение, формирование ингушского вхождения, состав, части, уже принятие истории, положение, письмо. Так, развол, частоте крови, машина, административное устройство, единица, положение, как членцы, присоединить к России, время собрать выступления, акт, награда, связь, дате не постановлен собран 455. 455 изменяется тише. Так, сейчас. Ладно. Сейчас я его искать просто времени у нас, чтобы мы успели все. Постараемся максимально ответить. Сейчас мы посмотрим данный ролик и обсудим его. Сейчас. Всем привет, мои хорошие. Вот каждый божий день я просыпаюсь утром и думаю, вот сегодня я не буду психовать. Вот сегодня я не буду нервничать, я не буду писать никакие гневные посты, не буду ни на кого ругаться. Вот сегодняшний день я проведу спокойно и в релаксе. Мои нервы отдохнут. Но нет, каждый же божий день происходит какой-то сюр, который просто не укладывается в голове. Нервная система уже просто, мне кажется, вышла из чата навсегда. Она не восстановится вообще никогда уже. Значит, теперь история с этим учебником. Значит, маленькому, но гордому народу чеченскому не понравилась правда, написанная в новом учебнике про операцию Чечевица. Так что у меня тут какой-то бардак. Значит, тут интересен какой момент. Лет 15-18 назад я впервые задумалась о том, когда наступит такой момент, когда станет возможно попирать вот эту священную тему Великой Отечественной войны. Ведь даже тогда было понятно, что он наступит. Все темы вот время от времени попирались, как бы вот. Там, не знаю, там, в 95-м году там попиралась такая-то тема, там, обсирали Сталина с Лениным, да, там, воскрешали память про царя, и так постепенно обосрали весь Советский Союз. Значит, я думаю, когда-то же они дойдут до Великой Отечественной войны, ведь надо же ее обосрать, вот этот подвиг, да, на котором держится, как бы, да, хоть какое-то единство, ведь надо же и его вот сравнять просто с говном и землей. И вот мне было всегда интересно, вот когда наступит, да, вот этот момент, когда начнут и вот этот великий подвиг засирать. Он наступил, в общем. Все, мы пришли к логическому итогу. В принципе, это логический итог вот всего этого 30-летнего существования Российской Федерации. Значит, лет так 10 назад, когда у каждого появился аккаунт в соцсети, и количество подписчиков минимум равное количеству зрителей в кинотеатре,
то есть, сами понимаете, до миллионов, да, и количеству людей на стадионе, значит, началась у каждого своя правда. Так как у нас нет централизованной правды, и у нас это наглухо закрытый просто вещатель, а у нас свободная страна, и можно все, как мы знаем. Значит, правда начала литься у каждого своя. Естественно, у чеченского народа своя правда. Значит, каждое 23 февраля они устраивали траурный день в соцсетях, а у них тоже есть достаточно крупные блогеры, на которые, естественно, подписано русское население. Это не только спортсмены, это разные, допустим, там фуд-блогеры, там и мамочки, и там и детский блог, и мамский блог. Значит, и каждое 23 февраля они транслировали вот эту идею, что, значит, мы не отмечаем, для нас это не праздник, для нас это траурный день. Я как бы была знакома, о чем они говорят, я понимала, о чем они говорят. Меня всегда поражала вот эта подача. Ты подаешь предательство вот этой страны, в которой ты живешь, Российской Федерации, которая, по сути, дает тебе пособие, дает тебе обучение, дает тебе детские сады, дает тебе всю инфраструктуру. И ты преподносишь это как траурный день, как день скорби, как нечто великое. И в комментариях, ну, обычно бывали русские люди, которые не знали об этом, они поздравляли, там писали там, с Днем Защитника Отечества, да, с праздником, а их сразу же просвещали по этой теме, им сразу же писали, что не надо нас поздравлять, для нас это траурный день. Мы скорбим по своим близким, это вот такой вот тяжелый для нас день. Ну и там дальше уже кто-то отмалчивался, кто-то писал там, примите мои соболезнования уже там по ситуации. Но меня всегда поражала вот эта вот подача. Я всегда думала, когда же это перетечет как бы, да, из блога в Инстаграме, когда это перетечет уже на телевизоры и уже дальше, да, вот эта вот конкретная правда, их правда, как им удобно, перетечет уже в такой основательный вещатель для всех. Вот вы должны все принять вот эту правду. Перетекло. Они не согласны с операцией «Чечевица». Значит, по их мнению, они жертвы. Давайте немножечко вспомним, что у нас тогда происходило. Значит, во-первых, давайте вспомним, что страна пережила... Начало века было кровавое. Страна пережила несколько войн. Страна пережила гражданскую войну. Страна пережила смену власти. Вы теперь представьте, что такое смена власти. Это когда любые бандформирования, любые люди, которые жаждут легкой наживы, денег, власти, они все всплывают на поверхность. Вот теперь представьте, что вся огромная страна была охвачена вот такими бандформированиями. И это все надо было загасить. Это были и 20-е, это были и 30-е, то есть на Украине, Кавказ, естественно, как только началась гражданская война, Кавказ сразу же, естественно, захотел отделиться. Зачем нам ваша Россия? Мы хотим жить сами по себе, мы там строим, там, не знаю, Кавказский Марат, там, что у них тогда было, я уже там не вдавалась в подробности, но отделиться они хотелись. И у них там были собственные бандформирования. Конкретно в Чечне и в 20-е, и в 30-е было много бандформирований вооруженных, которые занимались грабежом и разбоем, что для них очень привычно. Достаточно привычное для них занятие. То есть как только власть стала такая шаткая, они сразу вспомнили, кто они такие, законы им не писаны, мы будем жить так, как нам нравится. Ну, в общем, вся вот эта песня, которую мы знаем. Значит, теперь представьте, что в стране началась кровопролитная война. Я думаю, все, в принципе, понимают, первые дни войны, там, первые месяцы войны, они были очень кровавые, там, миллион пленных, километры оккупированной территории, естественно, все работали на износ. Ну, я думаю, об этом не надо рассказывать. Я думаю, конкретно подписчики этого канала, в принципе, все это знают. Вот теперь просто представьте, что внутри страны существует вот такой регион, который несет в себе потенциальную опасность. А даже она не потенциальная. Они, в общем-то, провели собрание, и на этом собрании они договорились о каком-то объединенном Кавказе, который будет бороться против русских и против большевизма, коммунизма, и который объединится с Германией, то есть наподобие бандеровцев. Вот вы представьте, что у вас внутри существует вот такой гнойник. Вот это точно такой же гнойник существовал в виде кулачества, да? То есть, в принципе, это тоже известный факт, что Сталин приказал вот этих кулаков, которые тоже, в общем-то, ожидали Гитлера и которые тоже хотели с ним, ему содействовать, дабы бороться против большевизма, и потом с помощью Гитлера свергнуть коммунистов и вернуться к старой жизни, ну, по сути, они хотели убивать русских же людей,
Мы понимаем, да, о чем идет речь. То есть они не хотели там не в шахматы играть. Точно так же их всех вместе посадили, дедов, маленьких, женщин, всех просто. 1 миллион человек послали куда подальше. Просто чтобы их не было. Просто чтобы они тут не вредили и не мешали людям воевать, не мешали людям вооружать тех, кто находится на фронте, и не представляли здесь никакой опасности. Вот их там, я не знаю, куда сослали, там в Казахстан, наверное, тоже сослали, чтобы они там занимались своим выживанием. И до свидания. Это сейчас я про кулаков. Точно так же поступили с чеченцами. То есть, чтобы не было вот этого гнойника, который бы тут гадил, отнимал силы, отнимал ресурсы, переманывал к себе какую-то часть войска, да, чтобы их там унимали. В одну ночь идеально, товарищ Сталин гений, идеально, посадили всех в вагоны, маленьких, детей, стариков, всех отправили в Казахстан. Сурово, не все выжили, я согласна, кто-то умер, плохо, но вы понимаете, когда речь идет о маленьком народе, реально, чеченцы это малочисленный народ, их вот сейчас 1 400 000 примерно, и у них очень сильный прирост был за 90-е, то есть они единственный народ, кто прирос, делаем выводы. Тогда их, естественно, было меньше, но, допустим, их было около 1 миллиона, примерно. Вот вы представьте, если мужчины боеспособного возраста приняли решение воевать против коммунистов и большевиков и примкнуть к фашистской Германии, как вы думаете, их дети поступили бы по-другому? Как вы думаете, их старейшины думали по-другому? Да абсолютно так же они думали. Поэтому решение погрузить всех, не жалея ни детей, ни стариков, оно было абсолютно верно. Оно было жестоким, но оно было с позиции сохранения национальной безопасности, оно было абсолютно верным, потому что это была потенциальная угроза. Опять же, все цифры в официальных источниках набирайте, смотрите, идите в архивы, смотрите, сколько было уклонистов. Из призванных из Чеченской Ингушской республик, это была тогда, по-моему, одна республика СССР, 50% были уклонисты, которые убежали обратно в горы и сформировали там бандформирование. Ну, такой регион. Сложный регион, сложные решения. Но им, видите ли, не нравится это. Их это очерняет. Им надо быть святыми. Им надо быть воинами света. Чтобы быть воинами света, надо действительно воевать. Если вы не хотите, если вы хотите жить по кайфу, ну тогда вы будете записаны в этой истории как кайфарики. Понимаете, вот это насильное внедрение какой-то вот своей истории, оно как пружина, оно вызовет вот этот вот противовес. То есть чем сильнее будут пытаться заткнуть вот этой операцией чечевица, да, что она там на самом деле была жертвенная, да, там мы все жертвы, тем сильнее будет вот это раскачиваться, и тем сильнее люди будут общаться и друг другу вот это передавать там с помощью интернета из уст в уста и все это обсуждать, тем сильнее вас будут порочить, грубо говоря, вы создаете другой эффект. Вы не добьетесь желаемого. Ну, очень плохо, что все так происходит. Очень плохо, что власть попустительствует. Это все сейчас то, что происходит, вообще вот эта вся многонациональная, она способствует развалу Российской Федерации. Вот почему я, допустим, против. Потому что я не хочу, чтобы эта страна развалилась. Я не хочу жить в хаосе. Я хочу, чтобы она сохранилась. Я хочу, чтобы наша страна развивалась, чтобы мы строили там, не знаю, космические корабли, чтобы промышленность росла, чтобы там военка у нас формировалась. Но все идет по какому-то кривому пути. Каждый день какие-то истории, стресса, нервы просто, я уже даже не знаю. Вот, и это, опять же, к вопросу к тому, как-то кто-то в чате написал: ой, надоела ваша история, вот вы тут начинаете, опять тут урок истории, опять начали, это вот мы там со своими вот этими подписчиками самыми активными. Ну, ребята, ну вот вы представьте просто, что вы не знаете этого, что вы там девочка, зумерша, без мозгов, и вы не знаете про эту операцию чечевицу, и вам добрые чеченские люди говорят: да мы жертвы. Да твои бабушки, дедушки там нас репрессировали, вообще издевались над нами. А она не знает, ей нечего сказать. Она об этом знает, она думает: ой-ой-ой, какие плохие, ой-ой-ой, какие мы все плохие. Надо вот им помогать, надо с ними там консолидироваться, принимать ислам. Вообще вот они лучшие, они святые, они воины света. У них там все правильно, все по-честному. Знайте, пожалуйста, свою историю. Вы должны очень хорошо знать свою историю. Когда вы знаете свою историю, вы не совершите тех же ошибок. По крайней мере, вы воспитаете своих детей. Это уж минимум. И это минимум, который вы дадите. Вы воспитаете своих детей так, как нужно. Ваши дети вырастут с нормальными убеждениями, с нормальными установками, с нормальным развитым мозгом. Вот. Всем хорошего воскресенья. Поменьше нервничайте. Оставляйте свои комментарии, конечно же. Всем пока. Всем привет, мои хорошие. Вот каждый божий день.
Я понимаю, что многие, кто зашел, может, не знает, это не разговор был, а видеозапись для начала. Ну, давайте начнем разбор данной девицы, которая не сильно блещет умом. Во-первых, это не слово, это видеозапись, которую она сделала. Если был бы прямой эфир, я бы ее смог бы на первом же предложении остановить и поставить на место. Для начала, чтобы прежде чем говорить, она здесь возмущается тем, что якобы недовольные чеченцы, сначала чеченцы, потом уже Чечено-Ингушетия, недовольны тем, что они выслали, 23-е. Она начинает свою дискуссию о том, что вот мы вам дали пособие, вот мы вам дали детские садики. Стопе. Для начала. Если ты настолько вообще, я хочу, чтобы зрители знали на будущее, если вам такие вещи начнут говорить, и до прихода, даже без разницы, и России, детские садики, школы в другом формате воспитывались, были в Чечне, в данной ситуации в Чечне, в Ингушетии, без разницы это. Они были, они получали грамоту на арабском языке, изучали, обучали военному делу. И они есть, и они записаны, эти, в кавычках, школы, садики, так сказать. Они были еще до прихода царской России на Кавказе. Тут ничего нового нету. Когда государство, гегемон, геополитически, стратегически расширяется, включает в себя в состав остальные малые народы, хотя, опять же, девочка, наверное, не в курсе, но чеченцы в России третья по национальности, одна из самых больших наций на Кавказе. Третья. Первое русские, второе это в России, второе это татары, третье это чеченцы. Ну, так, чтобы, если вдруг не знаю. Экскурс для этой девушки, я надеюсь, кто-нибудь ей может передать, может кто-то скинет ссылку на стрим. Если бы я знал, кто она, мне просто прислали видео по этому поводу, как раз после этой книги. Она возмущена тем, что якобы не сделали. Так вот, школы, сады или любое другое название, каким бы оно ни называлось, они были и до прихода советской власти. Это не нужно притягивать. Опять же, как-то я повторяюсь опять снова, Артемий Троицкий тоже сказал, что якобы до прихода Советского Союза или царской России на Кавказ, что якобы не было на Кавказе грамотных людей. Это тоже ложь. Грамотные люди были, письменность есть и намного раньше, чем появилась и кириллица. Грамотные люди были, изучались, и арабский язык изучался и тюркский язык, изучался и грузинский язык. В некоторых горных частях нашей Родины находят письмена, мы знаем, и на греческом языке, и на 3 разных версиях грузинского языка. То есть использовались, как говорится, непосредственно письменность. Что касается людей безграмотных, люди, которые в кавычках неграмотных, необразованных, построить такого характера башенные комплексы, которые стояли чуть ли не 1000 лет, склепы, которые геометрически точно подсчитаны, отопление, арочная система. То есть нужно великолепно знать математику, нужно знать законы физики, нужно знать геометрию. Необразованные ногчи, допустим, в данной ситуации я говорю за чеченцев, сделать такое бы никогда в жизни не смогли. Ну, это для нашей недопонимающей. Я хочу, чтобы все мы понимали и детально ответить на вопросы данной клуши, иначе назвать я не могу любительница истории, которая знает. Опять же, по тематике депортации или же реабилитации мы много говорили. И я свою позицию по этому мнению в конце вам объясню. Что было правильно или не было правильно, гений был или не был гений. А сейчас мы просто приведем некоторые параллели исторические. Я доведу до вас то, что было на самом деле, по крайней мере, многих. Да, версия этой клуши, конечно же, я не знаю ее имя, по-другому никак не могу ее назвать, данная Дева Дивана или клуша, как ее называйте, как хотите,
взяла просто статью, зачитала. Есть некоторые военные обозреватели, которые оправдывают данную депортацию и спецоперацию чечевицы, которая была на территории Чечни и Ингушетии. Но мы до этого дойдем. О детских садах, о пособиях и все остальное. Люди жили существовали, растили, работали до того, как пришла царская Россия на Кавказ. Это все было. И если ты не знаешь историю Кавказа, если ты не знаешь, что со своей пустой порожней лить эту парашу в уши своих подписчиков, таких же наивных, наверное, как ты, я надеюсь, они умнее, чем она, надеюсь, не будет. Но, конечно же, мы должны прекрасно понимать, я хочу, чтобы каждый понимал, потому что вопрос касаемо, она хотела своими шовинистическими высказываниями именно задеть недовольствие. Что касается, дальше мы идем по порядку. Она начинает рассказывать о гражданской войне, начинает говорить о советах, и кто был согласен. Мы знаем прекрасно из нашей же истории, что даже в Чеченской республике, даже в Нохчичеве, со времен гражданской войны воевали и против Деникина воевали, и против коммунистов воевали. И были те, которые были на стороне красногвардейцев и Нохчи, и были те, которые были на стороне белогвардейцев, если высказываться таким эпитетами советского, истории Советского Союза. Потому что на стороне белогвардейцев, царской власти в то время был и Топа Чермоев, и Арса Чермоев. Ну, вы знаете, да, они после эмигрировали во Францию, многие до конца своей жизни, и так умерли за границей. А были на стороне и такие, как Асламбек Шарипов, были такие же люди, как Гапур Ахриев. Они были на стороне советской власти, как и в любые. По всей России, Советскому Союзу, нынче, после, если говорить, по всему Союзу было то же самое. Что касается причины довольства или недовольства, кулачества, что их тоже семьями депортировали. Да, депортировали, но депортировали конкретно виновных людей со своими семьями, кулачество или нет. Документы по этому вопросу у нас тоже имеются, и мы... Я обязательно сейчас у нас, пока заряжался, сейчас я постараюсь, так, сейчас мы документик один я вам зачитаю, чтобы было понятно. Так, спецпоселенцы. Так, спецпоселенцы, это у нас все есть. Спецпоселенцы. Страницы истории, контингенты спецпереселенцев. Их я обязательно вам зачитаю. Кто же был переселен, какие национальные республики были переселены и количество их. То, что были высланы определенные кулаки, это шло и намного раньше. Не было такого, чтобы, допустим, кулак, возьмем из Мордовии, в чем-то провинился, он был противником, допустим, советской власти, чтобы всю Мордву, примерно я говорю, да, или же всех финнов из-за одного финского кулака, 1, 2, 3, 10, или же, допустим, возьмем грузинские князья, да. Представьте себе, вот некоторые грузинские князья были против советской власти. Их, всех грузинов, взяли и сослали. Пускай их будет 100 или 1000. Где вот эта клуша диванная видела, чтобы всех грузин за одну ночь взяли и выслали с родины. Якобы она знает историю, она диктует ее так, как она ее понимает. И она говорит справедливо, упрекая нас детскими садиками, пособиями. Опять же, должен быть подход более обширный к истории нашего народа, более к истории своего. Она же говорит перед аудиторией, русской аудиторией, говорит, вас зомбируют, вы после этого принимаете ислам.
высказываются свои шовинистические высказывания именно конкретно по этой книге. Она говорит, правильно была проведена спецоперация «Чечевица». К этому мы еще дойдем. И перечисляется, идет война, и речь идет о гражданской войне. Гражданская война унесла сотни тысяч, если не миллионы жизней. Самих русских. Война, террор красных, троцкийский террор, называйте как его хотите. Я сейчас не хочу углубляться в данную историю России, потому что там и без меня достаточно историков и специалистов, которые могут по этому вопросу вести разъяснение. Мы будем говорить конкретно. Опять же, были боевые действия на территории Чеченской Республики. Были те, кто противник коммунистов, были кто был на стороне коммунистов. Это одни и те же ночи, без разницы. Кто-то был за. Почему? Потому что когда пришли коммунисты, они обещали, что все земли чеченцев, которые были отобраны несправедливой царской властью, заселены терскими казаками, будут выселены и вернут обратно земли тех чеченцев, которые реально, эта историческая земля принадлежит им. И по этим вопросам выступал еще Асланбек Шарипов на своем одном из выступлений, где он говорил о Сунжинском районе, что эти земли исконно принадлежат чеченцам в данной ситуации, или ингушам вместе взятые, что туда заселены, эти казачьи станицы, что их потом советская власть частично, конечно, оттуда выдворила, это в дальнейшем, конечно. Но эта ситуация была. Обещали земли, обещали большие блага, если вы откажетесь от царской власти. Тот, кто отказался, потихоньку царская власть, Советский Союз победил. Что из этого получилось, насколько это было достаточно, как коммунизм повлиял, влияние коммунизма или Советского Союза в дальнейшем. Каждый человек, каждый историк относится по-разному. Кто-то говорит, что это справедливо, кто-то... Мы сейчас не о политической системе или не о политическом, но Кавказ, особенно Чечня, но чуть-чуть не стоит забывать, что до того, как пришла царская, коммунисты пришли, на протяжении 20 лет во время имамата Шамиля вела действие. Потом были заключены договоренности с Борятинским, многие места, где сдержали, где не сдержали, раскулачивание, мухаджирство, через все это прошли. Это трагедия для народа, это буквально все, это не так уж много времени прошло. Все закончилось, последнее восстание считается в Чечне в 1877 году. 1800 прошло буквально лет 50. Россия поменялась и везде. Она говорит, чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Везде были восстания, но не всех депортировали. Если вы сравниваете в данной ситуации, то это вообще соотносительно те люди, которые восстали или были в горах, или бандитские бандформирования, как вы называете, по сравнению с остальной Россией, они были минимум. Вы можете посмотреть любые данные. Не те данные, которые оправдывали депортацию, которые были, эти сейчас уже есть рассекречены. Достаточно данных, по которым можно посмотреть, и вы убедитесь, что это мизер по отношению. Для того, чтобы эта клуша диванная поняла, речь не идет о миллионе. Да, там идет речь о 750 тысячах, непосредственно 750 тысячах чеченцев и ингушей вместе взятых. Где-то 100-110 тысяч ингушей, остальное количество, в том числе и ауховцев, которые являются частью чеченского народа, 20-30 тысяч, которые были депортированы с Дагестанской АССР. Дальше. Нет, мы не оправдываемся, Буршик. Я хочу, чтобы вы знали историю, и чтобы вы могли трактовать ее в дальнейшем. И вообще вопрос до этой книги, насколько он справедлив и несправедлив. Идем дальше. Дальше она говорит, начинается Великая Отечественная война. И рассказывает про гнойник и все остальное. Клуша, наверное, не знает. Ей нужно было поинтересоваться. Когда началась эта война против Советского Союза, кто первый стал жертвами в основном этой войны? Сколько героев
отдали свою жизнь за Брестскую крепость. Может быть, ей стоило бы поинтересоваться, посмотреть, сколько жизней до конца своей жизни отдали Брестской крепости, где даже сами немцы восхищались тем, что непосредственно стойкостью этих воинов восхищались. До последней капли своей жизни они сопротивлялись захватчикам. И погибло там без малого почти что до 300 так называемых, которые вы называете якобы тех людей, которых правильно выслал Сталин и тому подобное. Это второй момент. Что касается остального, я хочу провести небольшой экскурс в историю России, Клуша диванная наша. Возможно, ты слышал о неком Власовом, который почти что с 2-миллионной армией сдался гитлеровской Германии. Я надеюсь, и вы еще, наверное, слышали, сколько человек в этой Власовской армии оказалось от чеченцев и ингушей, их братьев. 2 чеченца и 1 ингуш среди 2-миллионной. Столько человек было. После этого, что Сталин всех отправил на ГУЛАГ, депортировал их, выслал их. Вы реально думаете, что люди настолько идиоты и поверят вашим бредням, то зло, которое творили в тяжелое время войны? В тяжелое время войны. Опять же, причины и последствия отношения чеченцев к этой войне можно было понять, поскольку буквально недавно закончилась война с царской Россией, потом закончилась война, сразу же гражданская война, опять же против белогвардейцев. Огромная часть, 5000 семей, 5000 семей, плюс 1500 семей орстхоевцев в части Ночи народа, отправились мухаджирами в ближневосточные страны. Иордания, Сирия, Ирак, Палестина, ныне Израиль, Египет, Турция, огромное количество. Это потомки, достойные сыны нашего народа. Они отправились туда, и до сих пор только единицы из них вернулись, а остальные находятся и проживают там. Это для маленького народа это огромное количество. Причины, почему они ушли, мы обсуждали, зачитывали документы. Вы знакомы, эти документы не чеченцев, это документы других соседних ученых, соседних регионов, и мы их зачитывали. Это касаемо причинно-последствий. Что касается гнойника и всего остального, для начала посмотрим, кто же был депортирован. Давайте я вам зачитаю. Клуша не зачитала, а я зачитаю. Спецпереселенцы. Немцы 1 224 931. Окей, можно понять. Немцы воюют против немцев, они могут помочь своим немцам. Я могу понять с точки зрения логики. Дальше. Смотрим Северного Кавказа, кого депортировали. Чеченцы. 316 717 человек. Находились в наличии, а дальше они пишут, находились в наличии 310 630 человек. Числилось в розыске 78 человек. Было арестовано. Это официально, я вам зачитаю документ. Смотрите, это официальный документ. Дальше смотрим. 78. Арестовано чеченцев 6009 человек. Это чеченцы. Ингуши 83 518 человек. Находились в наличии, то есть реальность,
То есть общее количество и наличие 83 518, 81 100 человек. Числилось в розыске 78 человек, 78 чеченцев, 21 человек. Было арестовано 2397 человек. Итого, если объединить чеченцев и ингушей, арестованных было 8406 человек арестованных. Тех, которые числились в розыске, то есть те же самые бандиты, это получается ровно числом 99 человек. 99 человек, чтобы было понятно. Смотрим дальше. Карачаевцы 63 320 человек. Общий 327 человек. 62 842 это в наличии. 7 человек в розыске, 478 арестованы. Балкарцы. Читаем. 33 214 человек. Это общее число, состоявшееся на учете. 32 887 тысяч в наличии. 1 человек в розыске. И 326 человек посаженные. То есть сидящие в тюрьме. Дальше смотрим. Другие. Разные национальности. 1676 официальная. 1659 наличие. 165 259. Греки. 14 760 человек. Болгары 12 465 человек. Армяне 8 570 человек. Другие 3600. Дальше зачитывать. Дальше идут литовцы, латыши, эстонцы. Это прибалты. Ладно, оставим их. Из Грузии в 1944 году депортированы. Турки-месхетинцы 46 790. Курды 8843. Хашмилы, хамшилы 1397. Другие 26 633. Дальше по списку. Калмыки 81 475 человек, которых больше в данной статистике. Наличие, то есть реально 79 306. 59 человек в розыске. Посажено 2040 человек. Так, дальше смотрим. Черноморское побережье. Греки, дашнаки, турки-месхетинцы, другие. Власовцы, смотрим. 56 746. 39 872. 618. Посажены 16 256. Это власовцы, которые посажены, которые сбежали, и количество тех, которые из армии. Неужели из-за Власова, которых чуть ли не 2 миллиона было, чтобы всех их депортировали, отправили в Казахстан? Не вижу. Но поляки из Молдовии, бывшие кулаки, которых она называет, говорит, 1 миллион выслали, это ложь. Официально кулаков 24 686 тысяч человек. Кулаков. Бывшие кулаки. Кулаки из Литвы 18 тысяч. Из Прибалтики 14 тысяч. Из Грузии 11 тысяч. Из Молдавии 9 тысяч. Иеговисты 9 тысяч. Из Краснодарского края 6 тысяч. Из белорусских областей 5 тысяч. Пособники их. Все. Даже вместе взятые все кулаки, их нету даже 500 000. Даже нету их 300 тысяч.
она говорила, что якобы 1 миллион кулаков депортировали. Это ложь. Я вам объясню, из-за чего. Дальше смотрим. Кого? Кулаки и так далее. Басмачи были депортированы 2747, 2735. Кабардинцы, депортированные кабардинцы, 1717 человек в списке. Из них 1672 в наличии, вживую. 7 разыскиваются. И 38 человек посажены. Это от кабардинцев. Дальше я зачитывать смысла здесь не вижу. Итого, общее количество всех депортированных вместе взятых 2 миллиона 753 тысячи 356. Это количество по спискам. Реально 2 миллиона 694 тысячи 197. Разыскивались со всех этих областей: Украина, Беларусь, Краснодар, Кавказ, Крым, везде общее взятое 2808 человек разыскиваемых. И посаженных 56 351. Спецпереселенцы проживали в 49 республиках. Казахская, Узбекская, Красноярская, Киргизская, Алтайская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская, Омская, Томская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Таджикская ССР. Эти данные, чтобы было понятно, зачитаю: спецпереселенцы. Для Клуши Диваны, надеюсь, кто-нибудь ей передаст, и она посмотрит этот эфир. Если кто знает ссылку на нее, безграмотную овцу, передайте ей. В конце 1952 года 9-е управление МГБ СССР, в ведении которого находились спецпереселенцы, провело подробную их перепись. Вплоть до недавнего времени материалы этой переписи были скрыты от исследователей. Теперь, когда доступ к ранее засекреченным архивным документам значительно облегчился, появилась возможность открыть еще одну трагическую страницу нашей истории. Приводя результаты переписи, мы никак их не комментируем. Факты здесь красноречивее слов. Контингенты спецпереселения на 1 января 1953 год. Это еще до того, как вернули всех депортированных. Власовцев было огромное количество, некоторые говорят до 2 миллионов. Среди них, и то, не знаю, для юмора или нет, Хасбулатов Руслан сказал, что среди них были 2 чеченца и 1 ингуш, и, видать, из-за этого выслали всех чеченцев. 750 тысяч чеченцев, ингушей вместе были депортированы с родины. Опять же, перечисляя: карачаевцы, балкарцы, калмыки, всех я перечислил. Огромное количество вы видели. Вы видели, сколько человек было посажено. Это лишь данные по тем спецпереселенцам только. Сколько погибло в дороге, в пути, неизвестно, не опубликовано. Некоторые количество называют, что там от 10 до 15% погибло детей от тифа, от разных заболеваний. Я читал в тех же, даже таких прагматичных, где оправдывают спецоперацию чечевицу, они говорили, целые вагоны отцепляли, потому что зародились тифом, обрабатывали трупы, то ли сжигали, то ли выкидывали. Это официально вы можете посмотреть на «Русский обозреватель», в статье есть газета написана. Кстати, я думаю, что эта Клуша как раз оттуда и зачитала. Только в этой газете взятая информация, которая специально для того, чтобы оправдать депортацию, не более, были вот эти данные. Что касается высказывания, чеченцы, в данной ситуации мы говорим о чеченцах, среагировали не как обиженные или как кайфарики, как она выступает. Дело не в кайфариках. События, которые произошли в 1944-м. Во-первых, Клуша не знает, но эти солдаты еще не за одну ночь, далеко до этого были поселены солдаты почти что в каждый двор, в каждую семью. Задолго до 23 февраля. И когда, чтобы было понятно, и когда сказали, что происходит, им сказали, что это для подготовки солдатам помогать в Великой Отечественной войне, если вдруг что,
подготовка, учебная тревога и все остальное. Ну, разные причины были там названы. И якобы для этого. И чеченские семьи, несмотря на то, что, я говорю только за чеченцев, несмотря на то, что было им самим, нечего было есть, было трудно, кормили этих солдат. Есть случаи, где некоторые солдаты даже во время депортации говорили заранее, ни один из них не промолвился, но во время, когда собирались, позволяли чуть больше взять с собой еды или говорили, возьмите теплую одежду. То есть они не могли пойти против приказа, но все-таки каким-то образом повлияли. Я не оправдываю, нисколько не оправдываю. Но разные бывают жизненные ситуации. Есть люди, которые подневольные, есть вольные, свободные, и каждый может по-своему относиться к приказу. Опять же, ситуация. Есть люди, которые подневольные, есть вольные, свободные, и каждый может по-своему относиться к приказу. Опять же, есть люди, которые подневольные, есть вольные, свободные, и каждый может по-своему относиться к приказу. Опять же, отвечать, а потом задавай сырный кипчак. Меня слышно, видно, дайте мне знать. Раз, два, три, четыре. Видно, слышно мне? Сейчас нормально зависло или сейчас показывает? Показывает, да? Это перебои просто-напросто. Уж извините, теперь даба. Даже, опять же, мы говорим определенные возмущения, что были какие-то диверсионные группы, все это понятное дело. Говорить о том, что дети, старики, все они заслуживают это хорошая отмазка только для того, чтобы оправдать данную ситуацию о депортации. Никто, еще раз повторюсь, никто не оправдывает и никто не говорит о том, что хорошо или плохо. Эта ситуация была по всему Кавказу. По всему Кавказу не все народы, которые... Я не хочу сейчас, валикум ассалам, не хочу сейчас вникать в подробности, говорить, какие республики, которые приняли, кто возглавлял диверсионные группы, какой национальности было, какой национальности они были, кто это сделал,
что не все народы были депортированы, это однозначно. Из тех, которые содействовали якобы. Но они участвовали в диверсионных группах, были подготовлены, были присланы были сюда. Опять же, выслали не все. Как минимум. Поэтому я хотел бы, конечно же, было бы неплохо, если бы эта Клуша Дивана пришла бы к нам в эфир и задала бы нам эти вопросы. Вопрос не в обиде. Вопрос то, что когда нам говорят, что вот в этот день, это день советской армии, а в этой советской армии не служили чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, служили. С первого дня и до конца. Она говорит о тех, кто ушел, дезертировал. Это сегодня, по сегодняшним официальным данным, дезертиров, которые якобы ушли с войны, было намного меньше, чем колокольчики. тех, кто остался, переименовал себя другими именами, чтобы дойти до Берлина. Один среди них был лично мой дедушка, который дошел до Берлина. Я и публиковал, и ордена показывал. Кстати, этим же Сталином ему были вручены награды, чтобы было понятно. Командиры и те, кто был с ними, они знали, что чеченский народ, он не виноват. Определенные части, которые были противниками советской власти, это совсем другая. Но не всех же депортировали. Допустим, дагестанцев, осетин, там остальных, там других, которые точно так же живут на Кавказе. Или вы думаете, что по кровно-родственной системе можно было оставить этих депортировать, а этих не депортировать, что ли? Так получается? Нет ни о какой справедливости. И да, есть некоторые высказывания о том, что якобы минуточку, я хочу, чтобы вы узнали. У нас заканчивается час стрима. Я прошу, не расходитесь. Я сейчас перезагружу эфир, и мы продолжим. У меня заканчивается трафик, мне нужно перезагрузить и опять начать. И мы с вами продолжим. Я отвечу на ваши вопросы. И как бы по этой тематике мы добьем сегодня и будем отвечать на ваши другие вопросы. Прошу вас, никто не уходите. Продолжим через минуту. Ибраим, поставь на паузу, чтобы ютубовские братья наши не потерялись. И я перезагружу, и мы все зайдем снова. Окей? Хауа, Митванов, куда ты делся? Так, продолжим наш
эфир. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть. Сейчас как раз подойдут, сейчас пока, и мы начнем. Để làm hơi thiệt xuống. Да, увидел. Так вот, продолжим. Продолжаю данную тематику. Даже если взять официальные данные, которые берут наши даже историки, наши недруги, общее количество бандитов, как они называют, абреков или как угодно называйте, к тому периоду было их антипод ТВ. У меня нету этих флагов. Если вы мне их, так сказать, отправите, мы обязательно их повесим. Никаких проблем с этим нет. Так вот, как бы кто что ни говорил, я хочу, чтобы было понятно. Весь народ депортации или же изгнанию фактически со своих родных земель полностью в чужую страну, в чужое государство были отправлены, и неизвестно, вернутся они или нет. Справедливо? Нет, несправедливо. Правильно? В дальнейшем показала история, что неправильно. Были ли? Да, я хочу еще о дезертирстве сказать. Сказали о дезертирстве и так далее. Все люди, которые в дальнейшем якобы записали как дезертиры, которые пропали без вести, чтобы было понятно. До сих пор ничто о их жизни не известно. До сих пор, буквально вы помните или нет, не знаю, лет 5 или 7 тому назад, где-то, то ли в Нижнем Новгороде, то ли в Великом Новгороде, когда были найдены останки воинов Великой Отечественной войны, среди них нашли останки многих чеченцев, которые тоже бились. За Ленинград тоже бились чеченцы, за Сталинград тоже бились чеченцы. Везде, где были какие-либо побоища, чеченцы были и воевали на стороне Советского Союза. Что касается еще одного момента. Из почти что 26 по официальным данным, или 30 тысяч ауховских ногчи чеченцев, которые проживают теперь после 1921 года, присоединили их к Дагестану. Ауховский район, который существовал на протяжении недолгого времени, к сожалению. После депортации его переименовали и сделали, нынче он называется Навалакским и Казбековским районом. Из тех людей, которых
чтобы было понятно, есть до сих пор восстановлено по официальным данным из призванных оттуда, только с этой маленькой части бывшей нашей там родины, 3000 солдат, которые погибли, защищая свою родину, из 16 тысяч. 3000. Это официальные данные, найденные министерством. То есть даже для этих 30 тысяч, даже для это старики, дети, женщины, среди всех них, ауховские ногчи, которые даже были, среди них найдено и официально подтверждено 3 с лишним тысячи фамилий. Эти мемориальные плиты есть, вы можете посмотреть. И документы в архивах есть. И они не предали, и они не сбежали, и они бились до конца и погибли. А может быть, многие не посмотрели, не поискали? Ведь о Брестской крепости и защитниках Брестской крепости тоже никто ничего не говорил до поры до времени. До того, как это стало, уже рассекретили. Документы спецпереселенца МГБ СССР, я вам зачитал, это официальные документы. Посмотрите количество людей. И чеченцы там далеко не на первом месте. Даже и не рядом. Даже вместе взятые. Поэтому, Клуша Диванная, прежде чем нам рассказывать о том, что делают чеченцы, они обижены, правильно, спецоперация, чечевица и так далее и тому подобное. Это ошибка, глубочайшая ошибка, допущенная Сталиным, тираном, который погубил много душ и русского народа. Где-то, если он что-то сделал правильно, алейкум салам, это еще не значит, что это победа над фашизмом одержал не Сталин, ее одержали народы Советского Социалистического Союза, СССР, который называется. Все народы, узбеки, казахи, чеченцы, ингуши, кабардинцы, все вместе победили фашизм. А не Сталин, как некоторые сегодня хотят его героизировать и сделать все, что он сказал, правдой. Были ли виновны и так далее и тому подобное, если историки вдруг зададутся вопросом. Да, и среди чеченцев, и как среди всех остальных, и дагестанцев, и осетин, и других всех остальных, как и среди всех остальных, кто был недоволен советской властью, ничем не отличались и чеченцы, и ингуши. И депортированы были и остальные народы с Кавказа. Поэтому было ли это справедливо? Нет, не было. На каком основании? Многие люди приписывали, что якобы подарили какого-то коня, золотую сбрую, там чуть ли не подготовили, там немецкие диверсанты, чуть ли не сделали стратегически. Ну, о чем идет речь? Если полностью на территории Чечни, Ингушетии, маленькая только, дошли еле-еле до Малгобека, там их отбили. В Наурском районе, там их отбили. Они даже, в принципе, и 10-ю часть Чечни не перешли. Не перешли. Остановили. Что же с точки зрения, мое мнение, почему же, если зададутся вопросом, почему же все-таки были депортированы народы, чеченцев в первую очередь, а ингуши это для любых других народов, и чеченцы, и ингуши это один народ, то сейчас мы начали уеживаться и говорить мы отдельно. Но по сути все те, кто хоть чуть-чуть знает историю, прекрасно знают, кто такие чеченцы и ингуши, они знают, что это один единый народ. Ну да ладно, сейчас не об этом. В моем понимании, поскольку кто бы что ни говорил, каким бы он тираном ни был, риски были слишком большие. Риски были огромные. Кавказ, а в том числе грозненская нефть, в первую очередь грозненская, не бакинская, горюче-смазочные, все составляющие на фронт отправлялись от грозненской нефти. Самая сильная нефтепереработка, нефть,
и все масла, и все остальные керосины, все шло на фронт. И если бы гитлеровской Германии, и прекрасно зная это, Гитлер давал задания, кроме тех мистических, оккультных каких-то теорий, которые там они искали священную Грааль, ковчеги и так далее и тому подобное, в реальности, если бы Кавказ отсекли бы от остальной России, Россия вполне возможно в дальнейшем не смогла бы вести боевые действия, потому что комплектующие, все, что нужно для того, чтобы танки ехали, танки, самолеты и все остальное находилось на Кавказе в данной ситуации. В основе своей самой, по крайней мере, так говорят историки. Мое предположение таково, что просто-напросто, зная всю историю сопротивления войны на Кавказе, он избежал лишние проблемы, чтобы этого не было, с учетом того, что, зная историю кавказского, сам Сталин был представителем кавказских национальностей. Кто-то до сих пор клянется, божится, говорит, что у него мать была армянкой или грузинкой. Сам отец был у него осетином. Другие говорят, что у них отец был грузином, мать осетинка. Я не знаю, честно сказать, это даже не суть важно. Для меня это не столько важно. Зная всю историю, кровавую историю Кавказа, возможно, он понимал, что если вдруг начнет полыхать Чечня, в дальнейшем могут быть осложнения. Вполне возможно, я предполагаю, это гипотеза, только поэтому, чтобы избежать, были депортированы чеченцы и ингуши. Ну а с другой стороны, по сути своей, нужно было тогда депортировать только чеченцев. Если говорить о Кавказе, о сопротивлении, ингуши, в принципе, сегодня часть этой книги, многие, что ингуши не имели никакого отношения к бандитизму и не имели к чеченцам, и что они не заслуживали депортации, что вся вина была на самом деле на чеченцев. Есть такие выступления, вы можете посмотреть. Соотношения, они говорят. С другой стороны, это должно было быть так. Почему поступил Иосиф Сталин таким образом? Кто преподнес? Преподнес ли это Берия? Хотя сегодня, я буквально недавно видел еще один исторический паблик, где потомок Берии, сын его, говорил, что Берия просил и был против того, чтобы... Он знал, что кавказские народы не предатели, что никто из них не предавал, ни на фронте не переходил, не сдавался, что это все неправда. Но он очень сильно боялся Сталина, и поэтому якобы выполнял Сталина. Я не знаю, насколько это достоверно и правда. Говорил ли это сын Берии, может, он тем самым хотел очистить позорное клеймо с имени своего отца. Есть люди, которые сегодня оправдывают и Гвишани, говорят, что это недостоверно, что Гвишани на самом деле не было там такого населения, столько людей не убивали. Сегодня многие пытаются оправдывать смерть и гибель, трагическую дату 23 февраля нашей жизни, нашей истории. Это несомненно, и будут люди, которые оправдывают, будут те, кто опровергает. Сегодня мы из достоверных источников прекрасно знаем, что такого огромного количества сопротивления в горной части ни в Чечне, ни Ингушетии не было столько предателей. Прекрасно знаем, что огромного количества дезертиров не было, перешедших на сторону гитлеровской Германии, даже 10-й части Власовской армии или самого Власова не было среди чеченцев. Что до конца своей жизни, в первые дни, первые секунды атаки Брестскую крепость защищали чеченцы, также ингуши до последнего. Почти что 300 человек среди них, если я не ошибаюсь, плюс-минус, были чеченцы, в основном и ингуши. И они отдали свою жизнь. Огромное количество, все, кто ушел на фронт, не вернулся живым. Они не найдены.
Это не обозначает, что они предатели. Это не обозначает, что они дезертиры. Где же эти дезертиры? Почему нету в списках МГБ, официальных списках, количество людей, кто перешел, сдался, который сбежал, которых поймали, посадили? Вы посмотрите, официальные данные, количество совсем маленькое. Даже если мы предположим, что арестованы 6009 человек, я говорю за чеченцев, 6009 человек из всего населения Чечни, это было 6 тысяч человек из всего населения. Это даже не 10% среди тех, кто ушел на фронт. А сколько людей, которых получили звание Героя Советского Союза и так далее и тому подобное. Огромное количество чеченцев, которые записаны сегодня мы находим и кумыками, и лезгинами, и дагестанцами, и аварцами, и крымскими татарами. Хотя они тоже были и русскими записаны, и терскими казаками записаны. Все прекрасно знают. Это сегодня благо начал. И сегодня эта клуша диванная, когда начинает рассказывать нам и говорить, вот сегодня интернет открыл, наехали на Великую... Никто не наехал на Великую Отечественную войну. Только глупые люди могут это говорить. Потому что наши деды и наши отцы воевали точно так же за свободу, за справедливость против фашистской Германии того периода. Почему-то эта клуша сегодня не возмущается, не говорит, вот такие плохие немцы, вот мы их победили, они, валейкум салам, они такие, мы сегодня у них покупаем Мерседесы, БМВ и так далее и тому подобное. Посмотрите, лучшие компании, лучшие новейшие технологии в Германии. И Германия предоставляла до этой СВО, предоставляла России. И они жили. Bosch, Siemens, BMW, Mercedes, Volkswagen. И это только небольшое количество компаний, которые предоставляли. Это же те же самые немцы. Враги, которые даже против этих врагов нету столько ненависти, как против этих шовинистических высказываний. Аман, пригласи их сюда. Пускай сюда придут, скажи, вот идет прямой эфир в Инстаграм, туда пускай зайдут сюда. Вот, скажи, как раз по твоей тематике там идут, адрес кинут, не пускай со всей своей ватагой сюда придет. Вот. Поэтому высказывать историю никто не пытается насильно навязать. Никто не говорит, что мы белые пушистые. Никто не говорит, что сегодня говорят о толерантности, о едином государстве и обо всем остальном. Если говорят о таких вещах, то допускать такого рода провокационные статьи, ну да, они объяснили, речь об этом зачитали официальные власти, и они сказали, что допустили ошибку, не проверили. Нет, факт, что такие, как бы, констатация факта такова, что они сказали, что не досмотрели, и вот так оно появилось. Вот эта часть, этот абзац в этой книге. Но сейчас мы говорим о тех вещах, которые, предпосылки которого мы обсуждаем, мы это все говорим. И сегодня, кто бы что ни сказал, кто бы где что ни говорил, ошибки были у каждых наций, у каждого народа, большие или маленькие. Последствия того, что многие могли сопротивляться коммунистам, есть, и многие это знают. Взгляды у каждого человека разные. Кто-то был на стороне Советского Союза. Никто же не обвиняет весь Советский Союз. Никто не обвиняет. Есть конкретные
личности, которые позволили себе это. В некоторых местах говорят, что вот же их же поддерживали якобы, их женщины, дети, старики поддерживали якобы диверсантов. Вопрос возникает. А какое количество речь идет о горной местности? О горной местности. Чтобы было понятно, на сегодняшний день вся горная территория Чечни, включая, если даже Ингушетию, даже взять в то время Чечена и Ингушетия, если взять вместе, это даже не 10-я часть всего населения. То есть в горной части почти не проживают. В горной части почти не проживают такого количества людей. Если бы даже речь шла о содействии, как они говорят, их очень маленькое количество в горной части проживало в тот период. Все жили в основном на плоскостной территории в предгорье. Опять же говорю, во время гражданской войны, во время Великой Отечественной войны, те солдаты, которые были поселены, они были заранее, если я не ошибаюсь, за неделю вперед подселены. Каждой семье почти что жили солдаты. Якобы для учения, противодействия там, и так далее. Там. Их кормили, они жили в этих семьях. Опять же, были ли сопротивления, очаги сопротивления на Кавказе? Были. Количество преувеличено их? Преувеличено. Заслужили ли? Нет, не заслужили. Почему это сделано? С моей точки зрения, это сделано, потому что здесь в основном были все горюче-смазочные материалы. ГСМ и так далее и тому подобное. В этом вся проблема. И чтобы добраться до них, гитлеровская Германия пыталась сюда пробиться. И Грозненская нефть, и Малгобекская, перерабатывающие заводы все были здесь. И дальше можно так было перекрыть и Бакинская нефть, и все остальное. Это все как раз таки должно было бы повлиять. И из-за этого вполне возможно сделали. Ну уж точно не за предательство, ну уж точно не за весь народ, который якобы предал и так далее и тому подобное. Достаточно жизни отдано во время Великой Отечественной войны нашим народам. К сожалению, погибли невинные дети, женщины, старики. Огромное количество погибло во время переселения. И тут никаких сомнений нету. Речь не идет только о чеченцах, о Нохчи, или там только об ингушах. Нет, речь идет обо всех. И это трагическая дата. Почему они выбрали и сделали именно 23-го Чечня, 8 марта, там, допустим, Калмыкии, другие какие-то праздничные даты были выбраны для депортации карачаевцев, балкарцев, калмыков и так далее, и тому подобное, татаров, греков, я не знаю. Чем мотивированы были они, я не знаю. Поэтому это трагическая дата для нашего народа. Для чеченцев, по крайней мере. То, что сегодня это было напечатано в книге истории, это неправильно. И на это мгновенно отреагировали власти. Не противники Советского Союза. Понимаете, не противники Советского Союза, чеченцы, противники вот этой несправедливой депортации. И сегодня заставить их насильно говорить, это же праздник, нет, к сожалению, это не праздник. Да, для военных это вполне возможно. Для моего дедушки, который дошел до Берлина, праздник ли это? Да. Но несмотря на это, после взятия Берлина он развернулся со всеми своими орденами, он поехал в Казахстан, нашел своих родных, не нашел своих родных, поселился в одном месте, потом узнал, что есть где-то родные, потихоньку. И то переселенцам запрещено было переезжать с одного места на другое. Там особое распоряжение нужно было. А какие там были условия, я уже рассказывал много раз.
Поэтому диванная клуша, которая сегодня плачет и говорит, это якобы мы там, чеченцы недовольны, белые, пушистые. Нет. Амад, напиши ей, там твое видео поставили. Заблокировала? Ладно, оставь тогда. Если очкуют, оставь. Ну что поделаешь. Главное, мы для доступа открыты. Если она права, если она говорит правду, она могла просто прийти в эфир и обломать меня, поставив перед фактом, доказав. Просто-напросто доказав. Люди такого характера. А теперь, поскольку вы можете задать по этой тематике вопросы, я вам отвечу на эти вопросы. А теперь я обещал вам, я обязательно скоро найду этот документ, или это был интервью Хасбулатова Руслана. Где-то оно у меня есть, я сейчас точно не помню, но мы посмотрим. Некая личность записала, что когда сказали, что данный вопрос на самом верху руководство Чечни решило, и все будет исправлено, и поправки должны прислать каждые депортированные народы, как они видят проблему данной ситуации, будут пересмотрены и переписаны эти книги. Это победа, историческая победа, и это хорошо. Но после этого некие особи, так скажем, мужского пола начали писать о том, что кто-то принял первое решение о том, что на самом деле закон реабилитации был написан нами, мы подготовили, мы сделали и так далее и тому подобное. В этом я вижу некую иронию или сарказм, я так бы сказал. Почему? Потому что сегодня надеюсь, что результат, который многие люди, которые были депортированы или реабилитированы, да, о вопросе о реабилитации я хочу сказать. Огромное количество людей. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алхамдулилlah. Огромное количество людей, которые были в 90-х годах реабилитированы, восстановлены и политически, и экономически, к сожалению, не территориально, но все-таки были восстановлены. Закон о реабилитации говорит о том, что мы были неправы, и все обвинения в адрес данных народов были сняты. Все обвинения, без исключения. Один бандит, 100 бандитов или 1000 бандитов не может полностью олицетворять целый народ с учетом того, что этот народ является самым большим на Кавказе. И об этом не стоит забывать. Я вот это самое, вот эту гражданку послушал тоже, которая говорила, я не знаю, она, наверное, больная, с головой у нее не все в порядке, скорее всего. По-другому никак нельзя объяснить подобную вещь. Ну, допустим, все чеченцы, включая младенцев, были в бандформированиях. А как же быть с теми чеченцами, которых снимали с фронтов и отправляли вслед за теми, в каких бандформированиях они тогда принимали участие? Ведь огромное количество чеченцев, будем говорить за чеченцев, которые сражались. Я не говорю о тех, которые погибли, да? То есть они в чьей банде были тогда? В сталинской банде, в большевистской банде они были. На чьей стороне они были тогда, если слушать вот ее логику? Ну да бог-то с ней. Больная, наверное, не все в порядке, но многие же не знают историю, не понимают. Но она и учит этих людей, видишь, она же говорит, для тех, кто не знает историю, учите свою историю. Да, мы сейчас... История должна быть
такой же шовинистической, такой же, как шовинистической, Да, как да. и у нее, понимаешь? Да, Я так понимаю. они пытаются, вот эти вот подобные люди пытаются сбить с толку тех, кто не понимает, не знает, либо не интересуется, да, то есть нормальных людей, ну, которые, ну, в силу разных обстоятельств не владеют информацией, да. Мы-то ее знаем, потому что это непосредственно нас коснулось, как это было и что это было. Ведь Советский Союз – это же не Российская империя и не Российская Федерация, это был союз народов. Добровольный союз народов, кстати, заметить надо, потому что, насколько мы знаем, что чеченцы отказались от Горской республики, от других вещей и добровольно вошли в состав Советского Союза. И благодаря именно чеченцам, которые покромсали Деникина на Кавказе, у которого не хватило сил сбросить большевиков. Вот. И то, что в этом Калининском районе до революции скрывался и Орджоникидзе, и другие революционеры от царской власти. То есть этого же многие не знают. Поэтому приписывать себе какие-то заслуги и обвинять кого-то, да, в предательстве, в измене, это кто им дал такое право? Потому что даже руководство, большевистское руководство, как бы к нему ни относиться, оно было интернационально. Туда входили все народы, и Кавказа, и Азии, и, скажем, Ближнего Востока, да, условно, да, то есть представители еврейской национальности многие, да, к примеру, те же поляки, те же финны. Если эта дамочка не знает и не разбирается в истории, пускай почитает историю. Благодаря латышским стрелкам советская власть удержалась, потому что латышские стрелки перешли на сторону советской власти. Поэтому не надо говорить, что... Ей бы просто варить щи, да борщи, да. сидеть и смотреть за... Мы не о них говорим, мы говорим в общем о тех людях, которые солидарны с подобной позицией, которые навязывают эту позицию, ну, всем остальным людям, да, то есть получается все те народы, которые объединились, не будем говорить правильно или неправильно, да, которые откликнулись на призыв, да, вошли в состав Советского Союза, то есть одни такие ущербные, плохие, малые народы, условно говоря, да, а один народ такой титульный, хороший, правильный, да, который делал все правильно, а остальные все это были недовольны. Поэтому такой момент. Но знаешь, я прошлый твой эфир пропустил, мне, знаешь, очень интересно вот по этому поводу вот это выступление дагестанской женщины, да, которая говорила, что вот... Если бы вы не были бы предателями, вас бы не депортировали. Да. Вот знаешь, меня вот этот вот момент после Второй мировой войны многих полицейских, предателей, тех, кроме тех, которых расстреляли, они были осуждены на большие срока, и после отбытия они были восстановлены во всех своих правах. То есть они отбыли наказание, да, за совершенное преступление, и после чего им все вернули, все права, все гражданские права. А мы, получается, должны там дети и внуки и правнуки... Нести бремя предателей. Да, предатели, условно, даже если были и предателями, условно, да, предположим, были, то получается так, что ли, с их слов, и удивляет тех мужчин, которые молчаливо соглашаются, получается, вместе с этой женщиной. Что это за соседи, что это за братья наши, которые так относятся, которые так говорят и поступают. Вот это вот интересная ситуация. Вот. Комментарий по данному, конечно, вопросу. И самое интересное, что в этой ситуации, каким бы это бытовой ни было, дело в том, что чеченцы пришли с официальным постановлением суда. То есть на законном основании они вернулись к себе домой. Да. Суд
установил, и они должны были освободить этот дом. Понимаете? Конечно. Здесь, с точки зрения и даже юриспруденции, не говоря уже об истории, о справедливости, об исламе в первую очередь, Да. они были правы на все 100. И когда пошла уже полемика, она говорит, если бы вы не были предателями, то вас бы не депортировали. Да. Она, к Да. сожалению, не сказала. Я так понял, мне потом сказали, что она лачка по национальности. Опять же, я не говорю, что это что относится ко всем. Но, однако, на Кавказе в первую очередь решают все мужчины, а мужчины стояли рядом, в основном молчали. А во-вторых, может быть, она не знает о предательстве. Осман Губе был не чеченцем, а он считается лидером и подготовленным, заброшенным с диверсантами. Кто-то говорит, он был на месте, кто-то говорит, он был подготовлен и заброшен немецкими агентами. Он был не чеченской национальности. Кстати, один факт об Османе Губе я скажу. Кто хочет, может зайти посмотреть. Я опять же не приписываю весь народ к этому человеку, предателю, называйте коллаборационистом, кем угодно. Но я хочу сказать, что по данным этого же обозревателя, русский обозреватель, который опубликовал там публикацию, где чуть ли не все чеченцы предатели, они заслуживали и так далее, в этой статье написано, она до сих пор висит на этой статье, в этом сайте. Он говорит, по данным НКВД, полученные от Османа Губе, заметьте, он возглавляет, он идейный лидер, у него деньги, через него все проходит. Он говорит, по его данным, говорит, он сказал, что основателями и самыми главными, то есть когда НКВД на него надавило, он сказал, что самыми главным очагом сопротивления и больше сепаратизма являются именно чеченцы. То есть Осман Губе, являясь другой национальности, соседнего региона, являясь, опять же, руководителем, он обвиняет не свой народ в пособничестве, не сопротивление. Он в первую очередь говорит, это они сделали. Вот у них самые опасные. Это пример, я хочу, чтобы вы понимали, те люди, которые сегодня говорят, что там якобы рассказывают о каких-то мифических, общеобъединенных и так далее вещах. Еще раз вам повторю, вы должны знать историю для того, чтобы знать, кто и от кого пострадал, и в чем была проблема. Вас манят, обманывают, возглавляют, а потом предают. И самое худшее, что в конце концов больше всего людей территорию свой народ и свою территорию теряют чеченцы и ночи. Вы можете посмотреть, по официальным данным говорит, что Осман Губе сказал, что самое большое сопротивление и так далее. То есть он во всех грехах в этой, которую он возглавлял под руководством, он был руководителем под немцами, он непосредственно обвинил всех чеченцев. И никого, кроме чеченцев. Я что хотел еще сказать. Вот смотри, вот этим вот комментаторам, историкам, всезнайкам, да, сказать, ведь немцы во время Второй мировой войны по территории Советского Союза успешно продвигались до границ Чеченской Республики. Первое, откуда они стали отступать и откатываться, они начали откатываться, они были остановлены и пошли обратно, их погнали именно от границ Чеченской Республики. Это раз. И как-то нас не очень-то и воспринимают и ценят, если бы все чеченцы бы, или часть чеченцев бы, оказалась бы на стороне немцев, неизвестно, как бы обернулась бы... Как бы сложилась судьба всего Кавказа, да? И Кавказа, и всей Второй мировой войны, я тебе скажу, потому что мне... Второй мировой я не скажу, потому что все-таки, когда мы чересчур преувеличиваем, это как-то неправильно. Ход событий на Кавказе могли быть бы иначе. Нет, я почему акцентирую Второй мировой войны, потому что основная поставка горючего и нефтепродуктов шла из Грозного. И если бы она была бы отрезана, вот эта вот
поставка горючих материалов, то все бы закончилось на этом, потому что до Второй мировой войны добыча нефти происходила именно Грозненская и Бакинская нефть. Не было других мест. Добыча и переработка, да. Переработка, да. Поэтому этот вопрос, он не просто вопрос Кавказа решался. Там была судьба целой войны, и Гитлер рвался на Кавказ именно исходя из этого. И когда он не смог добраться до Кавказа, до Грозненской и Бакинской нефти, он после этого решил перерезать поставки горючих материалов в Сталинграде. Он же после этого туда пошел, чтобы перерезать, потому что все поставки шли через Волгу, Каспий, Волга, оттуда уходили туда на заводы и снабжение все шло вот это самое по морским путям, потому что они сделали речное сообщение. Поэтому вот эти вот вещи, они имеют более глубокие корни. Мы-то на это не обращаем внимания, вот, пока нас не начинают задевать. Эта дамочка, пусть она посмотрит, 2 человека в советской армии, генерал Рокоссовский и полковник Висаитов, награждены были Высшим орденом Америки, Легионом чести. Первый, кто вышел к Эльбе, был чеченец, полковник Висаитов. Поэтому... но это все не важно. Зачем? Полковник Висаитов, Мулади Висаитов в то время был приписан и записан терским казаком. Как и Хампаша Нурудилов был записан другой национальности. Понимаешь? Проблема, она глубоко не изучает, и она связывает гражданскую войну, диверсионные группы, но она не говорит, опять же, не говорит и не рассказывает о том, что Власовская армия, которая состояла чуть ли не из 2 миллионов, сдалась в плен. Вот сейчас я зачитывал документ МВД СССР. Там есть все данные, там есть разыскиваемые чеченцы. То есть, чтобы было понятно, посаженных 6709 человек, грубо говоря. Разыскиваемых там 700 человек. Даже пускай 700, даже 700 яцигов. Даже возьмем чеченцев и ингушей вместе взятых. Что, конечно же, даже вместе, если это количество взять, то получается какая-то ситуация, которую она рассказывает, она не владеет информацией, ей просто нужно высказаться. И видишь, ее просто и жаба душит еще в том, что она говорит, принять ислам, вы белые пушистые и так далее. Да нет, и ты сама тоже не белая пушистая, сидишь, посмотри на себя, грубо говоря. Я не перехожу на внешность, я не пытаюсь оскорбить. Но для начала культурный человек хотя бы будет оперировать какими-то историческими данными. Не сидеть вульгарно, как клуша какая-то, не материться каждое слово об этом и так далее и тому подобное. Я говорю о начале дискуссии. Во-вторых, пересказывают, говорят, мы вам выдаем пособие детские сады. Еще раз повторюсь, эти прототипы детских садов, пособий и всего остального были и до их прихода. Когда был еще даже до прихода даже имама Шамиля они были. Об этом есть доказательства. Почему? Потому что царские офицеры, когда входили на войне, в Большой Кавказской войне, рассказывали о культуре и красоте чеченской природы, где были деревья побелены, как относились к священному лесу, как берегли, все было чисто, ухожено, скошено, о домах, которые были аккуратно. Я уже не говорю о тех башенных комплексах, которые повсеместно были на территории и Чечни, и Ингушетии, которые стояли 1000 лет. Когда они жили в берданках земляных, понимаешь, накрывались камышом. Я, опять же, это не шовинистическое высказывание, исторические факты. В горах Чечни, в горах Ингушетии, да и на Кавказе жили в больших замочных комплексах. Замки имеются в виду башенные комплексы, они как и имели и военную стратегическую, и гражданскую. Люди имели металл, понимаешь, не с оленями рогами в лаптях бегали, а использовали бронзу, медь и другие металлы, понимаешь. Тут уж где говорить, а что говорить об что-либо говорить о том, кто чем занимается. Ну, видишь, это
тогда получается, когда я такие вещи говорю, получается, что я чеченский националист, говорю плохое. Нет, я еще раз повторюсь, от Сталина, от его вот этих неграмотной политики погибло огромное количество населения Советского Союза. И об этом говорит и Сванидзе говорит, об этом рассказывают многие другие ученые. Огромное количество погибло. Речь тут не идет только о чеченцах или только там об ингушах, карачаевцах, балкарцах, калмыках, татарах, немцах. Я могу перечислить их всех. Никто не говорил, что 1700 кабардинцев были депортированы. Никто же об этом не говорит. А были? Хоть вот спецпереселенцы, вот списки людей, которых МГБ СССР задали. А вы посмотрите сегодня к разным датам, допустим, и не в обиду будет сказано, калмыки отмечают день депортации. У них есть какой-то день, который они говорят, их депортировали. Опять же, у меня нет никаких претензий, они говорят об этом. Аварцы говорят, нас депортировали, с гор спустили на плодородные чеченские земли. Ладно, это они считают депортацией. Латцы говорят, нас депортировали. Куда депортировали? Среди тех людей, которых депортировали, спецпереселенцы их называют. Иначе, 1953 года официальных данных нету ни кумыков, ни аварцев, ни лезгин, ни осетин, никого нету. Есть кто с Кавказа, четко указано. Турки-месхетинцы, чеченцы, ингуши, калмыки, Кавказ, в любом случае, недалеко от Кавказа. Крымские татары, они все есть. А все люди, которые сегодня разные даты называют трагическими датами в их истории, их нету. Но мы же их не упрекаем в этом. Их нету в списке КГБ, их нету в списке МГБ, ни в каких списках их нету. Понимаешь? Потому что массово взять почти что миллионное население, переселить, она утверждает, что якобы 1 000 000 кулаков переселен. Да не было 1 000 000 кулаков, никогда не было на Руси 1 000 000 кулаков. 1 000 000 кулаков, она себе представляет, это какая армия должна, куда их посадить, где эти, я перечислил, их даже половины нету, этих кулаков, их нету даже 300 000. Клуша села, ей не понравилось, что чеченцы, не только ей и некоторым нашим соседям не понравилось, что чеченцы отреагировали, как так. Сегодня мы говорим об интернациональной России, о демократической России, о единой России мы сегодня говорим, где есть общий враг, где есть общее государство. И сегодня печатают книгу, где говорят, что вот эти народы, оказывается, были предателями нашей Родины. Противоречия сами себя. В 1991 году принят закон о реабилитации. В 1957 году Хрущев признал, что это было несправедливо, неправда. Вернули чеченцев и ингушей с депортации. Я уже за других не говорю. А они сами себе противоречат. Если же были виноваты, надо было оставить там. Вернули, реабилитировали. Экономически, территориально. Во всех правах восстановлены были. Восстановили, во всех правах восстановили, да. Учились во всех учебных заведениях, да. Тогда какие могут быть претензии? Да. Из личных шовинистических высказываний? Вот именно за таких клуш диванных, хабалки их называют еще потом, именно за таких безграмотных хабалок, которые сидят, которые стравливают, нету единства, ни в России нету, и нигде, как бы сказать, даже на Кавказе нет. Вот именно из-за таких хабалок. Ты знаешь, я одну историю слышал, когда немцы подходили к Чечне, что сделали чеченцы? Это вот эта гражданка, ей подобные, наверное, не знают. Так называемые предатели, да, и так называемые бандиты, да, которые, они по всему Грозному разлили нефть по всем вот этим каналам. И сидели, ждали, пока немцы зайдут, и чтобы их всех подпалить. Но так как это они даже не смогли пересечь границы наши, пройти к нам, они это все, это вот исторический факт. На подступах к Малгобеку они были остановлены. Да. Да, конечно, это была битва не так, как в Сталинграде.
сказочник Русик там начинает рассказывать, говорит, что там было больше, чем Сталин. Нет, это неправда. Да, была битва, да, было сопротивление, да, местные жители. Это была ЧССР, прошу не забывать. Да. Просто это была Чечено-Русская автономная республика. По крайней мере, Башлам, Абдельшип, я тебя перебью, по крайней мере, немцы прошли по всему Кавказу. Они сумели занять весь Кавказ, и только Чечня, до Чечено-Ингушетии. Они Владикавказ взяли, они во Владикавказе были. Понимаешь, дошли до Чечено-Ингушетии. Если чеченцы были предателями, если они были неблагонадежными, что помешало немцам занять их, встретить их не только с конями там? Я думаю, Иса, все-таки там, знаешь, я думаю, что он просто-напросто побоялся. Дело в том, что я так понимаю, все-таки с точки зрения стратегии и военных специалистов, они побоялись, что в определенный момент, поскольку Чечня не сильно таки добровольно вошла в состав России, мы знаем это по Кавказской войне, по гражданской войне, они, видать, побоялись, что все-таки, если вдруг немцы будут одерживать победу, что к ним могут. Они просто подстраховались, грубо говоря. Хотя, опять же, я хочу опять же довести, это не первые дни войны, это все-таки было... Перелом произошел в войне, немцев уже... Да, 44-й год, то есть это не первые дни войны, это можно было понять и так, и так. А что касается, дошли, кстати, насчет Владикавказа, думаешь, не Владикавказ они взяли, я не слышал. Были, они вошли во Владикавказ, да, вошли. Может, какие-то диверсионные группы? Нет, регулярная армия, она, по-моему, даже несколько недель они там простояли во Владикавказе. Они заняли Владикавказ, да. Чубяшкин. Я этого момента... Еще вот к тому, что ты говоришь, вот это есть интервью одного историка, Захаров, по-моему, его фамилия. Это я не только из его уст слышал, что вот причина выселения, почему произошла. Суслов, идеолог партийный, Суслов, знаешь, да, ты его? Вот. Да. Он в то время работал на Кавказе каким-то партийным руководителем. И он там, на Кавказе, ему было поручено создание партизанского подполья и движения, которое он провалил полностью. Его вызвали в Москву, это рассказывает, этот историк рассказывает, его вызвали, не вызвали, а перевели в Москву после того, как немцы ушли с Кавказа. И Берия его в разговоре сказал, что ты провалил партизанское подполье, и ты ответишь головой. Он ему сказал, после чего этот Суслов, его записки есть, письма есть, которые он подтусовал, что вот из-за предательства чеченцев, ингушей, карачаевцев произошло вот то, что немцы заняли Кавказ. Он это все взял, Сталину подсунул, и тот, распорядился за это, в общем, обвинил. С его подачи было сделано вот это вот предательское дело. Я не знаю, Аллах алям, то есть вот такая вот ситуация была. Честно сказать, я уже, как говорится, я слышал, что эта тема была от НКВД Хучбарова, то есть он ради каких-то наград, что подавал списки якобы сопротивляющих, в разы добавлял для результата, что якобы он был виноват. Эту версию я слышал. Слышал версию, что это была спецоперация для создания Великой Грузии, Великой Кахетии, что это сделал Берия совместно с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Слышал другую версию уже про Суслова, то, что ты рассказывал. Слышал третью версию о реальном предательстве и то, что подарили белого коня золотой бруи. Из-за этого спецоперация Эдельвейс, из-за этого якобы предательства чеченцев Сталин решил наказать и так далее. Я столько уже версий слышал, но ни одной достоверной информации, кроме того, что была проведена специальная операция «Чечевица»,
опять же повторюсь, что заранее были подселены эти солдаты в каждую семью. Они были чуть ли не в каждой семье, и их кормили, они жили в этих семьях, сказали, что вот война, что обучение и так далее и тому подобное. Это же все было, значит, это было и заранее предусмотрено. Факт о том, что была ли информация. Некоторые люди рассказывают, что якобы была информация у политбюро, чеченское имеется в виду, что они знали о депортации. Некоторые люди рассказывают, что они ехали в СВ-вагонах, пока остальные ездили в скотских вагонах и так далее и тому подобное. Но видишь ли, кроме того, что говорят, рассказывают мифы, официально документов по этому поводу нету. Есть высказывания определенных историков, которые более или менее, более открыто, либеральные свои высказывания по этому поводу высказываются. Опять же хочу повториться. Если был вопрос грозненской нефти, вот допустим наша с тобой версия, да, что из-за ГСМ могли отрезать, возникает вопрос. Карачаевцы не имеют нефтяных добыч. Не имеют. Депортировали? Да. Балкарцы депортировали? Да. Окей. Балкарцев, карачаевцев депортировали за то, что они содействовали, ну в кавычках говорят то, что есть информация. Якобы они содействовали немцам. Там спецоперация, Эдельвейс и так далее и тому подобное. Хорошо. Но точно так же содействовали. Мне есть и фотографии, и видео, что и осетины тоже, некоторые там чуть ли не свадьбу показывали, что они играли. Но осетинов нет. Карачаевцев, балкарцев, да. То есть содействие, то есть вопрос, опять же, я не говорю, что это были осетины. Я не говорю, что это 100% так или нет, поскольку у меня информации 100% нету. Любой сегодня исторический документ могут сказать, что это фейк, и все, на этом. Поэтому карачаевцев, балкарцев за что? Нефти не было, не было. Это содействие. Окей. Калмыки. Я очень хотел догнать и понять, почему калмыков. Калмыки не такой большой народ. Вообще, по сути. И сейчас их даже немного. В то время и того было меньше. Зачем калмыков-то? Нет? Нет. В степи, да. В Калмыкии были немецкие диверсанты или что-то они могли изменить? Неизвестно. Читаешь информацию, там говорят, что при спецоперации против Кавказа и вообще спецоперации в Кавказе якобы разрабатывал и в Рейхстаге гитлеровской Германии был какой-то калмык. И он содействовал и все, короче, показывал, что, как должно проходить и куда нужно там, как нужно горячие точки и где нужно посодействовать. Якобы он был консультантом по спецоперации на Кавказе. Из-за этого, из-за одного калмыка, который якобы, опять же, нет никаких доказательств, у меня, по крайней мере, что он был, депортировал весь калмыцкий народ. Нефти нет, Эдельвейса спецоперации нет, немцев в Калмыкии не принимали. За что калмыков депортировали? Вопрос. Карачаевцев, балкарцев, понятно. Чеченцев, ингушей. Чеченцев, понятно, хорошо, они восстание, что-то делают. А ингушей зачем? У ингушей как таковой нефти у них не было. В то время Малгобек, он был в составе Чечни, имеется в виду, то есть его там построили в 1934-м, когда начали. А территория эта вошла в Сунжинский район с 1929 по 1934 до соединения. Это была чеченская территория. То есть ингуши тоже к этому не имели никакого отношения. И они не были предателями. И у них не было дезертирства, тоже не было. За что их? Да и в принципе во время Кавказской войны они как таковой были на стороне царской России. Это не упрек, но исторический факт не говорит. За что ингушей депортировали. И с учетом того, что с тех пор они говорят, мы отдельно, мы отдельно, мы отдельно. Нефти не было, предателя не было. За что ингушей депортировали. С учетом того, что они такой же маленький народ, как и калмыцкий. В то время их было то ли 90 тысяч, там говорит 86 или... Сейчас я тебе скажу более, чтобы не было. Здесь все же есть в списке есть официальные. Ты сказал, 70 чем-то их было тысяч. Да, смотри, их было ингушей 83 тысячи.
Не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Хауа, Мичуана, куда ты делся? А ну-ка, колокольчики. Освободилась. Домой.
Хауа, Мичуана, куда ты делся? Аллилуйя. Почти что час мы вели дискуссию, почти что час мы вели дискуссию с нашим гостем. Я только сейчас узнал, что, оказывается, нас в эфире не показывает, то есть не видно. Час шел эфир у нас. Мы столько вещей с Айсой говорили. Я не знал, что вы видите, не видите. Сразу отреагировать цедина и вот так вот. Иштхолонго. Упустил я момент. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну давайте тогда, задавайте вопросы. Я буду отвечать на ваши вопросы. И отвечу. Что касается... Мне здесь задавали вопрос. К сожалению, я не могу... на каком месте остановились, я не знаю, Ибрахим. Так, 2 человека задонатили. 1 с Ютуба, 1 с Инстаграм. Огромное спасибо нашей сестре Таисе и еще одному брату с Инстаграм. Я не знаю его имени, здесь не записано. Он тоже поддержал наш канал. За поддержку, за то, что вы донатите, не забывайте. Благодаря вашей поддержке я хоть как-то еще существую. Без вас бы этого не было. Был вопрос по Малгобеку того периода, 45-й и так далее и тому подобное. Ну, хочу сразу, чтобы было понятно. В 1929 году бывший Сунжинский казачий округ, расформированный, вошел в состав чеченской автономии. Добровольно вошел в состав, сами изъявили желание. И Малгобек, часть, чтобы было понятно, часть Малгобекский район, в прошлом Седахский район, и с этими спорными территориями, которые сегодня уже переданы в 18 году по братскому договору Ингушетии, они вошли в состав республики, в состав Чеченской автономной области. Никаких митингов, восстаний, противоречий, ничего подобного, чтобы что люди были против, что это не ваше, такого не было в тот период, чтобы было понятно. В 1934 году, если я не ошибаюсь, плюс-минус, был создан город Малгобек. И в этом же 1934 году Ингушская автономная республика была соединена с Чеченской автономной республикой или областью, Чеченской автономной области. Поэтому такая вот ситуация. Когда будет время, Ибрахим, скажи, чтобы к эфиру подключил. Кого подключил, я не могу понять. Вот это касаемо Малгобека.
То, что вы спрашивали про город Малгобек. То, что он основан, когда основан, что я вам уже рассказывал. Об этом есть официальная информация. Вот. Что еще? Какие вопросы у вас еще? Я прошу прощения. Почти что час мы делали эфир. Но, к сожалению, я не знаю из-за чего. Я еще раз прошу у тебя, если во время эфира у тебя перестанет трансляция идти, сразу же сообщить дело. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Везде калам шлам удеш. Да, везде. Аму аму. Alhamdulillah. Декада ялиятын. Маршаду ولشه دشه غير مارشال خيانتي بهتر بيرقتي عشان لا وده كده зеленый фон его. Ибрahim, если эфир отключится один класс сразу хайта, чтобы уже эфир мы почти сахти исторический факт чуаленсо, а сейчас оказывается ты говоришь, что оказывается все остановилось и никто не видел этот эфир. Башлам, кстати, этот эфир я видел, то, что вы говорили с Исой. Почему-то он у меня показывал. Да? Если что. Да. В Инстаграме показывал, да? Полный шучим. В Ютубе, Инстаграме я не знаю, в Ютубе показывал. Царасу, Ибрahim, больше дать, у меня показывал, чуем, амел дяш полностью у меня показывал. Очень срываться далец. Я что хотел, Башлам, сказать насчет этой темы, насчет даже человеком его назвать у меня язык не поворачивается. Я просто, как только у тебя начался эфир, я ждал этот эфир твой, зашел сразу, и как ты начал показывать эту недалекого ума человека, недочеловека точнее, я сразу, так как у меня с нервами не все хорошо, я в Телеграме специально проверил сперва в Инстаграме, потом посмотрел в Телеграме, нашел ее. И знаешь, что, Башлам, это пропаганда с ее стороны, это не ее первый ролик. Сразу вам говорю, уважаемые подписчики Башлама, я заметил, что там чисто тема чеченская. То есть ненавистники чеченцев собрались, их около 5000 человек там. И они обсуждают и сегодняшние дни, что так, как бы глава там, они награждают кого хотят, эти чеченцы и так далее. То есть там чисто не только тема депортации, а всего чеченского народа специально направлено. То есть чистые шовинисты, которые... Да, безусловно. Я написал текст сперва. Я написал текст, сказал, пожалуйста, не трогайте своими грязными пальцами, не печатайте о нашем народе такие вещи, тем более затрагивая весь народ. И ко мне начали уже личку, понятно, приходить какие-то Денисы, Андреи, Вовы и так далее. И я начал дискутировать, если, конечно, можно назвать это дискуссией. То есть они начали меня обвинять в том, что мы, вот первое, что они говорят, что при Джахаре Дудаеве мы были людьми, которые делали геноцид русского народа, что мы убивали и так далее. Я им говорю сразу, забейте в Ютубе, благо оно есть. Посмотрите, как чеченские матеря воспитывали русских солдат, которые сбежали с армии. Посмотрите, как русские матеря приходили к чеченцам и отдавали ни за что русских солдат пленных. Посмотрите на сообщения русских матерей, где выступают и говорят, что чеченские матеря даже плакали с нами и так далее, и так далее. Но вы сейчас не правы. И потом началось то, что я сказал, вот Власов, да, мы знаем, что Власов, там, русская освободительная армия и так далее. Я говорю, 2 миллиона человек. Вот, Башлам, я специально даже посмотрел, хочу, чтобы... Я примерно могу догадываться, может, она даже и смотрит эфир, потому что и Ибрahim отправил ссылку туда, и я отправил ссылку. Я сказал, ладно, я-то плохой. Вот человек по пунктам разложил на твое вранье все. Я говорю, зайди, это историк. Вот, он историк, у него есть документы, он будет тебе документов читать. Вот, зайди. Она говорит, какое мне дело? Но это понятное дело, человек недалекого ума и так далее. Но вот я хотел бы, если вдруг она посмотрит, ссылка есть и ее приспешникам. Вот мы читаем, если она говорит, чеченцы виноваты и так далее. Типа Власова судили, расстреляли, а вас пожалели и не расстреляли. Я говорю ей, не ври, что 2 миллиона, понимаешь, 2 миллиона русских не расстреляли. Я говорю, смотри, начинаем. Вот Федор Тухин, это начальник штаба. Владимир Боярский, Андрей Нерянин, Закутный Дмитрий, Крамоди, Мейер, Мельников, Скоржинский, Краснов, Головин, Драгомиров. Все эти фамилии не чеченские. Понимаете?
Вот в чем. Ну, я понимаю, она говорит, я говорю, вы все фашисты, нацисты. Вы сейчас против нацистов, то есть против фашистов. На самом деле вы все фашисты и нацисты. Знаете почему? Потому что вы поддерживаете эту безмозглую, извиняюсь за выражение, курицу. Даже курица лучше, конечно, намного ее. Да, она хоть полезная яйца. Полезная, да, да. Я имею в виду Андрея, Вовы, которые мне пишут там. Я говорю, если бы ты был бы мужчина, ты не поддерживал бы вот это недочеловека, который выступает и говорит, что это нормально грудных детей выселять и убивать. Это нормально, она говорит. Хоть и жестоко, но это правильно, она говорит. Я говорю, если бы у вас вот в мозгу что-то было бы хотя бы немного нормально, вы бы никогда не поддержали бы геноцид целого народа и ее наезды. Я посмотрел в Телеграме и тому подобное, я увидел, что это шовинисты, что они именно против чеченского народа настроены, что они работают то так. И эта девушка меня потом заблокировала. Сразу. Ну, значит, ты победил, если заблокировал, значит, ты победил. И потом этот Андрей мне говорит, почему ты не ведешь конструктивный диалог? Я у него спрашиваю. Мы их зовем, пускай зайдут к эфиру, скажи, приходите к нам на конструктивный диалог. Вот. Мы не собираемся их материть, Амат. Мы не собираемся их обвинять. Есть гол. Я просто-напросто взял только один документ по спецпереселенцам, который ставит полностью это МГБ, это не какая-нибудь Шушерова, это не историки даже, это архивные документы Министерства обороны Российской Федерации, Советского Союза. Они опубликованы. Здесь четко сказано, какое количество, сколько арестованных, сколько, ну вот просто сам подумай, вот смотри, по всем официальным данным, которые они говорили в свое время, они говорили там, ладно, братья Исраилов и все остальное, они рассказывают о том, что было предателей там в горах. Они говорили, грубо говоря, что 3000. Окей, мы не говорим 3000 даже. 3000 не говорим. Вот с Северного Кавказа, здесь четко, это спецпереселенцы, это контингенты спецпереселенцев на 1 января 1953 год. Эти данные после смертей, во время депортации, дети от чумы, от тифа, во время, то есть всех сердечных заболеваний, не считая хайбах, не считая некоторые и так далее и тому подобное. Смотри, здесь говорится четко, чеченцы, количество там написано 498 тысяч, окей, но здесь написано, смотри, написано 78 численность разыскиваемых, 78 человек. То есть это те бандиты, которые смогли скрыться, чтобы у тебя было понятие. И посаженных, здесь есть статья, было арестовано, здесь написано, 6009 человек. 6009 человек были арестованы. То есть по остальным документам я видел, что вот эти бандитские формирования были проведены специальные операции совместно с НКВД, Чечено-Ингушской АССР, совместно с войсковыми частями, были задержаны, проведены спецоперации, уничтожены и задержаны. Это полные данные, их всего 6000. Это даже не 10-я часть Власовской армии. Это не 10-я часть. Это все вместе взятые. Я уже, если туда добавить этим 6009 человек, добавить ингушей, получается вместе итого 8600 человек. Чеченцев и ингушей вместе взяты. Если отдельно чеченцев брать, 6009 человек. Возникает, она говорит, что кулаков до чеченцев якобы выслали кулаков. Но здесь никаких проблем нету. Здесь четко записано, перечислено, сколько человек из власовцев здесь было посажено. Посажено было 16 256 человек. Они записаны как статья власовцы. 16 тысяч. Их фактически в 3 раза больше, чем чеченцы. Конечно. Чтобы было понятно. 3 раза больше. Я это к тому, что после этого уже власовцы же не были чеченцами. Весь русский народ, что ли, депортировать в Казахстан? Нет. И здесь записано, четко есть статья. Бывшие кулаки, то есть кулаки и бывшие, все вместе взятые, их сейчас я тебе скажу,
30, 40, 50, 60. 66 тысяч. 66, 66, 71 тысяча кулаков. Она говорит 1 миллион кулаков. Да. Я это сказал, Башлам, я сказал, зачем ты врешь? Не было выслано столько семей, я говорю, не было столько. Откуда ты берешь эти данные? Яндекс.Дзен или Google, откуда ты их берешь? Она, знаешь, что, она как оперирует нам? Она говорит, вы, чеченцы, берете архивы, которые сами пишете. Но после Дебилизм. этого как с ней Нет, говорить? это дебилизм, во-первых. Чеченцы не могут взять архивы или менять архивные документы, потому что архивные документы, они засекречены, их рассекречивают, их дают копировать, то есть и то не все, их дают копировать, но забирать их или подменять их нельзя, потому что, допустим, если я тебе говорю, это архивный документ, Ахмед, то ты, как честный человек, ты должен проверить, я лжец, балабол или нет. Да. Пойти в этот архив, зайти, найти вот этот номер архивный, открыть, прочитать. То есть ты снял фильм про Шейх Мансура, за что тебе огромная благодарность. Да, красавчик. Ты взял архивные документы. Ты хоть один документ от себя туда внес? Нет, конечно. Ты оставил ссылки. Почему? Конечно. Если кто-то начнет обвинять Ахмада в том, что он предвзято отнесся, неправду сказал про Шейх Мансура, ты можешь сказать, стоп, зайдите в архивное управление, допустим, Чеченской Республики или города Москвы, найдите вот эту папку, вот этот фолиант, вот здесь написано. Если они зайдут и прочитают это так, то есть подтвержденно, это архив. Чеченских архивов нет. Если она бы сказала, она тупая просто, тупая овца. Если бы она понимала бы смысл вообще документов, она должна понимать, между полевым материалом и архивные документы это совсем разные вещи. Полевой материал, по полевым материалам у нас нет никаких, как говорится, документов. То есть полевой материал говорит нам о чем? Полевой материал нам говорит о том, что сожжены 700 жителей Хайбаха. Это полевой материал. То есть выживший рассказал. Что это под указом Гвишани. Это полевой материал. Хотя это есть и доказательная база, но это полевой материал. Они знали это. Полевой материал о том, что депортировали не 750 тысяч, как официальных данных, а миллион, под миллион. Здесь официальные данные говорят, что вместе с ингушами 700 или 750. А в этом спецпереселенцев, ты представь, на 53-й год чеченцев и ингушей вместе взятых всего 400 тысяч. Чтобы ты понимал, во время депортации, чтобы количество, здесь четко написано, это не от меня, я тебе говорю, опять же, это официальный документ. Или опровергните этот документ, который есть в свободном доступе. Это официальный документ в конце 1952 года, 9-е управление, здесь прямо четко, 9-е управление МГБ СССР, ведение которого находилось в спецпереселенцах, то есть они специализировались на спецпереселенцах, и этот документ красной чертой, там все написано. И здесь говорится четко, что 316 тысяч чеченцев, 83 тысячи ингушей. Итого это получается, грубо говоря, это 400 тысяч и чеченцев, и ингушей. И даже, пускай было не 700, 650 тысяч, если было чеченцев и ингушей, 250 тысяч человек с 44 по 52 год погибло. Это все данные всех чеченцев и всех ингушей. Ты понимаешь? Да. А чтобы было понятно, чеченцы, как мы знаем, на Кавказе это самое большое как бы, этнос. Это не маленькие, это не калмыки, не остальные турки, месхетинцы. Это не маленький этнос, это большой, один из самых больших этносов. Даже на сегодняшний день чеченцы на третьем. Третье число, да. Поэтому отношение, какое может быть отношение у нас с тобой к шовинистам, тем же фашистам? Да. Никто другой не пытается оправдывать, что были. Если бы она бы сказала, да, что были бандитские там какие-то группировки, да, были. Но возникает сразу же вопрос, а были ли они среди других национальностей в СССР в тот период? Были, конечно. Конечно.
А поддерживали эти, потому что есть фотографии на сегодняшний день в интернете, где в Орле дедушка целует руку немецкому офицеру за то, что он якобы пришел освободить их от коммунизма. Башлан, к слову, Башлан, к слову, извини, перебил. Вот этот момент очень я хотел бы тоже ставить свои слова. Вот меня они обвиняли в том, что вот, ну, эта девушка не написала, переписка была. Она сказала, смотри, она говорит, Власова расстреляли, Власова никто не любил. Это Андрей мне говорит, Власова до сих пор ненавидят все русские. Почему ты сравниваешь чеченцев и Власова и так далее? Я ему говорю, ты опять лгун, вы лжецы. Власова некоторые считают патриотом, да, которые сказали, что он боролся против коммунизма, атеистов. На самом деле это так есть. Некоторые русские считают его патриотом до сих пор. Ну, извини, да, и Деникина тоже считают, некоторые считают его одним из самых великих полководцев, а другие считают его... Вот видишь, то есть они не знают истории Башлан. Да, я сказал, я даже чеченец лучше знаю вашу историю, чем я говорю. Вы даже не знаете, что такое исторический документ. Нет, ну как, ты не можешь знать, тебе пособие дают, тебе детские садики, школы построили, и говорят, что насчет этого. За это благодарить всю жизнь, оказывается. Башлан, если вдруг они смотрят, я примерно знаю, даже из любопытства не могу смотреть. Я хочу сказать, заявить насчет школ и садиков. Те люди, которые заявляют, что у чеченцев не было ни школ, ни садиков, пока не пришла царская власть и так далее, хочу заявить, пожалуйста, прочитайте поэму вашего поэта Александра Сергеевича Пушкина, «Тазит» называется. Вот там написано, как помнишь ли ты, как старик, что ты отдал чеченцу своего сына, да, где он воспитал, да? Да. Были вот целые школы. Целые школы. В районе были целые школы. Спартанские школы, да, и так далее. Все это было. Поэтому, и как сказал Башлам, и грамматика была, и арабский язык был. Все это было. Но еще, Башлам, твоему слову я хотел бы сказать, действительно, проблема еще в том, что вот чтобы меня не обвиняли, когда я снимал Шейха Мансура, фильм про него, я специально, там читает, кстати, заслуженный деятель, заслуженный народный писатель Муса Арсмукаев, он читает специальный документ. Комендант Кизлярской крепости Вишняков, закладка такая, номер такой. Чтобы потом претензий не было, обычно не только они, но и другие, к сожалению, люди, которые, да, более нам близки должны быть, они нас говорят, да, чеченцы придумывают там свои истории. Когда я делал, что Василий Потто писал про чеченцев, Ольшевский писал про чеченцев, когда я делал ролики «Враги о чеченцах», даже Ермол, наш заклятый враг, говорил про нас. Имеется в виду, что как бы войной этих храбрецов не взять. Генерал мой, дорогой государь мой и так далее. То есть, когда я это делал, Башлам, что было мне обидно, внизу писали вот так. Очередная пропаганда, очередные сказки чеченцев. Я говорю, либо вы тупые, реально тупые, либо вы прикидываетесь. Там написано... я думаю, это уже реально синдром, это уже шиза, как говорится. А эти люди, вот ты им зачитываешь какой-то исторический документ. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, вот ты слышал, вообще мы с тобой не затрагивали слово как бы в негативном плане ингушей. Некий, сейчас я тебе зачитаю даже, что он написал. Некий Хашигульгов пишет, Башлам говорит, хорошо, благо, хоть без ошибок написал, альхамдулля, ты не уважаешь ингуших, написал. Ингуших. Я не понял. Причем тут я с Амадом веду дискуссии о депортации народа, о статье, об абзаце, который благодаря руководству мгновенно отреагировала, донесла до Москвы, попросили прощения министр образования, остальные там помощники, советники администрации, сказали исправят, пришлите свою версию. Я сказал, что это подняли. После этого я же не говорил, что подняли, там ваш что рассказывает, допустим. Хорошо, раз на то пошло, Хашагульгов, ваш представитель Мехкел сидит и заявляет, говорит, в этой книге несправедливо. Это после все, чтобы было понятно. Этот вопрос уже решен в позитивном ключе руководством Чеченской Республики. Не для Чеченской Республики, а для всех народов, кто пострадал. Типа, по крайней мере, он обсуждает и говорит, по крайней мере, среди
предателей и тех, кто предал советскую власть и так далее, не было, говорит. И подмечает, в Ингушетии. То есть не в Чечне, он говорит, в Ингушетии. Не верите? Зайдите, посмотрите, это видео есть и у меня, но я не хочу просто-напросто, чтобы дальше мои подписчики, он отмечает, что в Ингушетии, оказывается, только не было и предателей, и повстанцев, которые воевали якобы за гитлеровскую Германию и против советской власти. И нас, говорит, несправедливо выслали. И это он высказывается по депортации, в первую очередь, чечен души. И я помню прекрасно, год-два тому назад было. Это у меня ненависть к вам получается, да? Или у кого? Когда вы говорили, что спецоперация чечевица на самом деле, это не от чеченцев, а от другого, от пшена такого назвали. Я вам, как, я не знаю, тем людям, насколько это нужно быть умственно осталым, смысл слова чечевица подразумевалось в первую очередь депортацию и чеченцев, и ингушей. И спецоперация была названа именно чечевица. Да, конечно. Это, конечно, никак нас не украшает, это не дает нам никакого плюса или бонуса, но факт остается фактом. Да. Я еще раз повторяюсь, зная все это, и Сталин, и Берия, зная, что мы один народ, не как вы сегодня рассказываете сказки о древности, что вы, оказывается, самые древние, а мы появились от вас. Нет, мы были единым народом, под единым названием. Зная это, депортировали и чеченцев, и ингушей. Да. Потому что вашим сказкам, которые вы рассказываете, что вы там чуть ли не со времен Адама появились, даже ваш некий профессор с Сорбонского университета об этом заявляет. Это не мои слова. Зайдите, посмотрите. Вы говорили, мы же древнее народа Ноя. То есть вы тем самым хотели показать, что вы древнее, чем Нохчий народ. Это мы говорим, что мы потомки Ноя. Но мы не утверждаем и не говорим, что остальные не потомки Ноя. Но мы, по крайней мере, сохраняем от этого Нохчий, Ноахчий. Мы от этого идем. Это наша гипотеза и наша версия. Нравится вам или нет. Если вы появились, как один мне зашел и говорил, что он от пророка Га появился. Га это Галгай, от этого появился. Я не знаю пророка Га, я честно сказать. Это ваши проблемы, мне без разницы. Честно сказать, я не залазю. Но депортация чеченцев и ингушей была вместе. Информацию НКВД, где работали. Кстати, в русском обозревателе говорится, что Ингуш Кучбаров содействовал братьям Исмаиловым, вместе они проводили спецоперации против сотрудников НКВД, и поэтому депортировали чеченцев и ингушей. Это в русском обозревателе написано. И вы в этом ситуации, я не говорю, что это правда, заметьте. Но вы можете зайти, написано депортация чеченцев и ингушей, газета «Русский обозреватель», если я не ошибаюсь, интернет-портал. Зайдите. Я половину прочитал, мне плохо стало. Настолько мне было обидно, потому что это в 21 веке, где мы говорим о толерантности, о единстве, о едином государстве. Мы говорим, что за разжигание межнациональной розни можно там сажать и так далее. Тому вышла эта статья. И до сих пор она висит. И не считается она разжигающей. И вот эти клуши, вот такие, которые сейчас рассказывают Амон, зачитывают оттуда вырезки, а вот документы от переселенцев официальных, от МГБ, они не зачитывают. Хотя здесь четко все указано. Никакого миллион кулака там не было, кулаков не было. Выслали не только чеченцев, выслали карачаевцев, балкарцев и так далее. Хорошо. Она говорит, а что, у калмыков было огромное количество дезертиров? У карачаевцев было огромное количество дезертиров. У балкарцев было. У крымских татар было. У кого было? У турков-месхетинцев было. Можно, это же не один народ. И опять же, высказывание руководства Чечни о несправедливости, ошибки, недопущения такого на книгах. Вопрос не в Великой Отечественной войне. В Великую Отечественную мы уважаем. У нас очень много героев. Для маленького народа очень много. Я считаю, что все погибшие в Брестской крепости, это настолько герои. Насмерть они стояли. Насмерть. Ни один оттуда не ушел живым.
Я это привел, кстати, Башлам, я им сказал, а вы про Брестскую крепость забыли, что ли? Они Да не ладно, знают, русские. они же не знают этого. Ты знаешь, проблема в чем? Я же еще раз говорю, в тот период шла полная клевета и очернение нашего народа. Да, это полная. Висаитов, я же тебе говорю, терским казакам приписан, Хампаша Мурадилов, дагестанцам приписан, коварцам, он, кажется, или кому-то еще приписан, кумрикам, кажется, он приписан. Других приписывали к любым национальностям. Командиры знали, что они воины, что они не трусы и что они не предавали. Но чтобы их не снимали с фронтов. А на самом деле, как Айса говорит, были те, которых и снимали с фронтов. Прямо ты идешь, воюешь, и тебе, хоп, звонят, давай, домой, Казахстан. Поэтому, понимаешь, проблема как раз-таки возникает, вот этот диссонанс возникает у людей с Кавказа, это же несправедливо, когда ты потом начинаешь рассказывать и о шейх Мансуре, и Байсангуре, причины и последствия. Причина вот этих отказа от военной службы, по моему пониманию, это не прошло буквально 50 лет нету между Кавказской войной как таковой. Последнее восстание было 1877, ну, считай, что 50 плюс-минус 70 лет для кавказских долгожителей это не срок. Конечно, конечно. Буквально через 30 лет, это уже 1930-е годы, это через 60 лет. Даже сейчас люди не забывают, говорят об имаме Шамиле, о шейх Мансуре, о великом, легендарном Бейбулате Таймиеве, о Зелимхане Харачевском, об остальных, сколько там их было. Шуайбулат Финтеровский, Талфик Сахдулла, сколько их было. Мы знаем об этом, мы говорим об этом, и никто об этом не забывает. И не собирается об этом забывать. Понимаешь? И это огромная тебе благодарность. Еще раз хочу подчеркнуть. Интервью, то, что ты берешь у этого руководителя экспедиции, как она правильно, я не знаю. Научный сотрудник. Научный сотрудник. 25 лет она работает, эта крепость. Вот, представь себе, это женщина русская, работающая 25 лет в этой области, говорит, шейх Мансур Ушурма мог бы сдаться в плен и достойно провести свою старость, получать пенсию, жить в двухэтажном, понимаешь? Вот это не нравится. Не нравится, что она так сказала. Но это же она сказала, ты ее не заставлял. Конечно. Это ее мысли. Да. Понимаешь? Конечно. Мы не занимаемся разжиганием, хорошо или плохо, но этот человек в свое время, в его понимании был. Это другая эпоха, это царская Россия, это закончилось. После этого был Советский Союз, после этого сейчас Россия. Зачем мы изучаем историю? Затем, чтобы не повторять ошибки прошлого. Конечно. Чтобы народ учился, возрождался, размножался, понимаешь? Да. А круши, которые сидят, обсуждают какие-то шовинистические, чеченофобские высказывания, сегодня им чеченцы мешают. Завтра им татары будут мешать. Послезавтра им будут другие мешать. И она говорит о великом могуществе. Я тебе клянусь, если ты ее проверишь, ну, по внешне я тебе говорю, хорошо, ладно, оставь остальное. Ты же видела внешний вид, да? Конечно. В этом роде. Ну, где русские и где она? Я знаю русских людей, как они выглядят, я знаю. Я знаю настоящих русских сибиряков с Питера, с Москвы. Но она и рядом не стоит, понимаешь? И рядом не стоит. И она рассказывает о великом русском государстве. А герои Сталина. Да, а герой Сталина. Опять же я говорю, с точки зрения, я об этом много еще до нее говорил, с точки зрения истории, стратегически я мог его понять. Человек все-таки глобальный, воевал, я могу его понять. Он просто-напросто подумал, если немцы все-таки... Опять же, логическая, историческая параллель не совпадает. Почему? Это 44-й год, Амур. Переломный момент уже закончился. Это не 41-й, не 42-й. Да. Если бы это время он сделал, тогда бы получилась причина всего этого, там, что нефть, я бы это мог. Но в 44-м переломный момент закончился. Зачем к концу 44-го года, фактически, начало 44-го года, было депортировать народ,
опять же, они дошли максимум до Малгобека, Малгобекского района. Дальше то у нас они до Наура дошли с этой стороны. Моздок, Наур вот в этой области, потому что нашли наши археологи здесь, недалеко от Наура, нашли останки. Дальше не пошли. Я не понимаю. Вот причина просто... логика моя просто-напросто рушится. Я не знаю причины, почему мы были депортированы. Реально не знаю. Поэтому я-то и читал, и ты, наверное, читал, помнишь, года 2 тому назад, что якобы были какие-то версии, что хотели взорвать какую-то ядерную бомбу. Была здесь версия. Другая версия была, что якобы проложили железную дорогу в Каспийское море, чтобы всех утопить в Каспийском море. Да. Честно сказать, эти версии вообще а-ля улю, понимаешь, даже со всем этим я могу понять, зачем было нас там топить в Каспийском море. Грубо говоря, они могли просто-напросто расстреливать в ГУЛАГах, просто убить и все остальное. Она, видишь как, она мотивирует добром. Якобы Сталин был таким добряком. Он не расстрелял вас, как Власов. Мы Власова им говорим не в качестве того, мы говорим, что Власов со своей армией был 1 миллион или 2 миллиона человек. Так? Так. Чеченцев, всех вместе взятых чеченцев, опять же, было всего лишь 650 тысяч, хорошо, 700 тысяч. Она мотивирует, и она говорит, что их депортировали, женщин, стариков и детей, правильно, потому что они якобы помогали, способствовали диверсантам в горах. То есть возьмем всех диверсантов с гор, их было 3000 человек. Хорошо, по данным вот этих спецпереселенцев, возьмем 6009 человек их было. 6009 человек. Ради 6009 человек депортировали весь чеченский народ. Это я говорю. А Власова, которые были 2 миллиона человек, из них посадили, я тебе засчитал, сколько человек их было. 16 тысяч. 16 тысяч. Из 2 миллионов 16 тысяч посадили. Все. На этом все сказано. А это безмозглое говорит, что 2 миллионов расстреляли. Понимаешь? Да. Интересно. Где эти списки? В том-то и дело. Что-то я вообще таких данных не видел. 2 миллиона нет, конечно, не расстреляли. Там могли расстрелять кого-то там определенно. Посадили 16 тысяч. То есть это получается 16 тысяч посадили. Из 2 миллионов, представь. Из 2 миллионов, да. А 1 миллион 800 человек взяли. Вот это, конечно, вот такие вот вещи, видишь. Поэтому на дебаты не выходят, Амон. Поэтому не уходят. Проще всегда за спиной, проще всегда. Ты знаешь, возвращаясь к истории, будь то шейх Мансура, будь то Бейбулата Таймиева, почему я всегда говорил ингушам, дагестанцам, осетинам, не надо писать комментарии, не надо что-то там в Ютубе седать, свой гнев. Пока будьте мужчинами. Если у вас есть четкая позиция, зайдите, скажите, вот здесь, по этим документам ты неправду говоришь. Да. Если, допустим, есть моменты, что шейх Мансур нападал на Владикавказ, грубо говоря, да? Или что, говорят, нету. Но есть же, есть документы, понимаете? Они не чеченские документы, и дело здесь, эти документы есть в свободном доступе. Есть договоренность между кизлярскими комендантами, есть, опять же, есть и предатели, которые сдавали эти же мурзы, не в обиду кумыкам, и кумыкские князья, и другие князья. И кабардинский князь Дол. И кабардинские князья докладывали, говорили, вот он возмутитель, лжепророк. Это же все было. Но разве сегодня у нас и у тебя, у меня плохое отношение к адыгам? Ты представляешь, кабардинец, нету такой вообще нации, я вообще говорю, адыги. Представь, одни адыги возвеличили его, сделали его имамом, имеется в виду, для них шейх Мансур это личность непоколебимая. А другой адыг писал докладную,
Разве мы сегодня обвиняем всех адыгов в том, что они писали? Мы наоборот. Нет. Наоборот. Мы Наоборот. очень любим адыгов. Поэтому среди любой нации есть хорошие и плохие. Конечно. Опять же, не стоит забывать, мы говорим об истории. Мы не говорим о современной политике, политическом истеблишменте. Мы говорим о политике, исторической политике, только в том плане, чтобы сохранить свой народ. Мабальбе Уэйн, Мабальбе, Мюжги Мабальбе, Жукти Мабальбе, Сюли Мабальбе, Хункер Хуай Мабальбе, Геберт Лой Маба, Ат Ия Нохчи, Уэйкам Лардия, Уэй Деб, Уэй Деш, Уэй Дах. Согласен. واخين هون يعني اس كيرجيزي سيو دايو غتريو اس اوزبيكي دايو غتريو اس ووكن دايو غتريو عم دعمي غتريو نتو اذا يتو دالين دول اوش خزدا تا اوتا تنا نوكشيم تقول حونكر خواتا تصواتا سونكر خواتا تصوات يتصخل نوكشي وي ديشكر حدوش عادت مدوي حدا نوكشي ولا حنوكشي واتساعت بيحكم بيرو حي بيحكموا بي ناقون اتيح تور دلا حبيحكموا ايه تور داسا حبيحكموا عيا كيلو بول عيازنا قال اسوي ويخيل بيش بول وجريش ديازنا قولوا просто سون يازن كمثال اس ياشن اس دعيه شاخو чуабулчна просто эпор реалият هون هذا предатель вот ас поддержать цевне Шайл ересь вязит. Я да? выпустил как раз ролик, Башлам, я выпустил, ответил, был ли Шеймон предателем. Я хотел бы вот сказать несколько слов, я бы хотел сказать насчет Чуязин Чубос, я за Башламом я не замечал за Башламом, чтобы он сеял какую-то национальность, рознь, наоборот, я знаю Башлама тем, что он хочет объединить и говорит, не говорите то, чего нету. Мы не хотим чужой истории, оставьте нашу историю, говорит человек. Не чеченцы писали книги, где говорят, что чеченцы ногчи, это как бы раньше были наши лей и тогда рабы и тогда. Ни один чеченец такой книги не написал. Написал Башлам, Тони? Есть такой? Нет. Нету. Значит, во-первых, эта книга написана в ответ клевета. И каждый пункт в этой книге, каждый пункт, истории вопроса, об этой терминологии, этногенез чеченского народа, структура чеченского общества, расселения, формирование ингушского народа. Почему? На каждые их клеветнические вопросы научно-документальным образом, да, здесь в основном все на документах. Какие я стяхту. Саламу да уйбо. Да, я говорю, очень. Шевер ворна чувствует. Тайпан эксбатош. Свой язык бошну, но у него, опять же, у него философия, кажется, направление. Но у него то, что он написал, это его личное мнение, его личные взгляды, его чу, он то, что считает. Если эти вещи брать, то я могу столько книг набрать с наших соседей, что просто-напросто. Я хотел вот сказать, что вот такие вещи, которые они пишут, я никогда не замечал за чеченцами. Понимаешь? Вот дело просто надо понимать, с какого огорода ты смотришь. Во-первых, когда ты заходишь и говоришь, ты ненавидишь ингушей, надо обосновать. Вот как Башлам говорит, выйти в эфир и сказать, вот здесь ты так сделал. И человек тебе ответит, где он, как, что. Во-первых, во-вторых, я хотел бы сказать, со стороны ногчи чеченцев, я опять же повторяюсь, таких слов адрес не было. Сидит пожилой человек, я даже имена не хочу называть этого человека. Сидит пожилой человек, смеется, говорит, вроде бы пожилой, если бы войну отошим датские, что войну чем машу кечду, войну отошим датские, буду вахин вокс такой умшлилда. Сидит там, да, вот это так, все. Он явно в наглую приписывает историю чеченцев к себе, например, да, своему народу. Говорит, что вот такая не было. Исторические документы есть, даже враги говорят. Враги, знаете, кто такие враги? Вот они говорят, что так было. Он говорит, да не, это все выдумки чеченцев и так далее. Я что хочу сказать? Только чеченцев, он даже говорит,
выдумки грузинских источников, да. которые 200 лет тому назад написали. Я говорю, это все выдумки. Ошибся, он говорит. Да. Главное, плохое про грузин он не говорит. Он говорит, он ошибся. И после этого, Ладоха, ошибся один ученый грузин, и после этого, говорит, его ошибку повторили 200 еще ученых. То есть 200 ученых не Все ошиблись. А Руслан Бузуртанов умнее, чем 200 этих ученых, опроверг это все. Вот так что. И я даже молодой, чем он, знаю, что мы знаем, что грузинские архивы это весомые архивы. В основном мы знаем, что грузины раньше, Грузии, тех времен, имеется в виду и 16 век, и 17 век, даже раньше, основной, она уже документы связанные, да, в основном грузинских архивов все содержится. Этот человек не сел так, не надо что-то придумать про чеченцев, не так это писалось. Это задокументировано, все есть. Я что хочу сказать также про тех людей, которые пишут. Я уже 4 года назад, когда я сделал, там, или 3 года назад, про Байсангура 2 ролика, ответ ненавистникам. Я называю этих людей ненавистники чеченцев. Вот, я сделал определенную группу. Я, когда обратился, я сказал, не ко всем народам это определенным кучкам людей, которые называют себя, например, там, дагестанцы, ингуши и так далее. Я вообще не любитель, там, на весь народ никогда не говорил. Вот эта кучка людей заходят и пишут специально такие вещи. Во-первых, Байсангур был инвалидом, что он никаким наибом Шамиля не был и так далее. И ты это читаешь, понимаешь? Ты читаешь 2015 год даже, ты видишь, они пишут, это басни и байки Эрсанукаева, то есть Айдамирова, Абузара Айдамирова «Долгие ночи». Написал это басни, это все чеченцы. И Муцураева песня. Басни. Ты потом делаешь документ, находишь и говоришь, вот Павленко, Кавказская повесть, 1958 год. 53. Мы даже дома не были, когда ее писали. Депортации были. Абузар Айдамиров, «Долгие ночи», выпуск книги 1972 год. Понимаете разницу года? Через 20 лет. Да. Понимаете, разницу года. И люди тебе пишут, что это выдумки Абузара Айдамирова. Потом находишь Шапик Казиева, да, я что, нету этого человека живых. Шапик Казиев, дагестанец. Да. Находишь Булач Гаджиев, дагестанец. И когда тебе говорят, что, ну, видишь, они не историки. До того, как его не напугали, Юсуп Дадаев написал. Тоже. Да, потом книгу изменили, и потом Башламу предъявили. Я даже видел, тебе адрес это было сказано. А теперь что ты скажешь, Башлам? Ты же говорил, что там есть книга, где это, ну, извините, вы сами потом убрали правду, когда она стала невыгодна вам. И потом вы обвиняете Башламу в том, что вы убрали правду. Но это смешно было даже читать, понимаете? Это, наоборот, вам минус. То, что вы так пост такой сделали, это вам минус. То есть Башлам, увидев книгу, сказал, что вы насчет этого скажете. Потом вы убираете из этой книги в 2019 году выпуск, когда состоял, убираете эту и говорите, Башлам когда-то в своем инстаграм, я это читал в странице, это аварский какой-то канал был, странице опубликовал вот здесь, а теперь этого нет. Но это вам минус был. Это был вам минус. Башлам победил в этом случае. Реально, я вам говорю. Я смеялся с этого момента. Вы сами убрали это. Ну так не делать, представьте себе, исторический документ, я сделал книгу, ссылался, и потом убрал этот документ и говорю, а теперь его нету, что ты скажешь, Башлам теперь? Но это мне минус будет. Во-первых, я хотел продолжить дальше. Те, которые такое пишут, пожалуйста, перестаньте это все писать, не говорите то, чего нету, люди будут смеяться над вами, даже русские будут смеяться, потому что они-то изучают архивные документы, читающий народ, бывает же. И еще один момент. Вы пишете, Шейх Мансур сдался. Ну, фильм, иншаллах, скоро выйдет. В этом фильме даже все сказано. Когда Шейх Мансур Анапи засел, он писал письма именно чеченцам. Именно чеченцам. И он говорил, соберите чеченцев и пришлите. 1500, 1500 человек чеченцев. Даже у меня есть документ. Башлам, мне написали этот комментарий. А расскажешь, как шейха Мансура предали чеченцы? Мне задали вопрос большим шрифтом, что специально... Да, я знаю. Вот они мне тоже написали. Понимаешь, мне тоже не написали. Я ему написал, Аллахи, я ему написал, хорошо, что у меня есть эти документы, где подтверждают, что чеченцы рядом с ним были. Давай мне свой номер, я тебе пришлю документ. Это комментарий удален. Не я его удалил. Не я. Выводы делайте сами.
Я что хочу сказать, никаким инвалидом, это такое, даже это байки чеченцев, он не был. И мне очень обидно бывает и больно, когда мы работаем, вот нас несколько человек, ты знаешь, Башлам, мы работаем, свои же потом некоторые пишут, «Сацболча вечер, я чё, но досу, нежели, маязди, шуяздо, Сацболча вечер, яздо, худора, хунд лил доши, шун хунд уеши». Хинт хажал, Башлам, халха волш, дикдат волш, до хастор. И, например, если человек этот перестанет говорить Башлам, я перестану. Другие, я-то редко. Понятно, я более в роликах, там, как фильмы и так далее занимаюсь. Этот человек реально документировал. Я не такой эрудированный, как Башлам, я не такой историк. Я не заканчивал исторический, я заканчивал филологический. У нас история была, но у меня специализация не в направлении истории. Он меня намного лучше знает, это понятное дело. Но я что имею в виду? Он заткнется, все, он ничего не будет говорить. Я ничего не буду говорить. Несколько парней наших, которые будут, ничего не будут говорить. Потом эти же люди будут писать нашу историю. Вот в чем проблема. Они будут выпускать книги. Они будут говорить, Байсангур это придуманная сказка чеченцев. Они будут говорить шейхом, вот они говорят. Да, они будут говорить, шейха Мансура чеченцы предали. И это будет книга. И они будут также писать, университета преподавать. Чеченцы это бывшие как бы наши рабы, которых мы избавились. Если этот будет молчать, я буду молчать. И когда вы пишете, зачем вам это надо, оставьте их. Если мы оставим, то я не хочу, чтобы не люди, кто имеет ненависть к моего народа, писали историю моего народа. Чтобы это делать, чтобы разоблачать их ложь, понимаете? Показать даже написанную такую книгу. Ну вот. Я хочу, чтобы вы понимали, то есть, чтобы разоблачать их ложь. Вот почему работаем. Для того, чтобы и подрастающее поколение знали. Мы знаем, что это не секрет, что многие из наших, к сожалению, очень книги читают. Башлам, призыв, я может призываю, диешь ол книг читаешь. Ой, гудо, YouTube чудол, Instagram чудол. Так, хок чуабьешь. Желательно ролики, кино, вообще. Да. Хок чуабьешь, болха, ой, гудо, хажал масала. Дождь не смотрела, хочу тебе пример привести. Ролик, над которым старался я, Ибрагим, мы искали текст, подбирали, сделали четкий ролик. Ну, ты не знаешь, ты тоже в этом принял участие. Сделали ролик, закинули. Просмотр, ну, через буквально неделю ты смотришь, просмотр 1000, 1500-2000. Закидываю ролик с фильма «Белые воротнички», американский, голливудский фильм. 30 секунд. У меня есть, 30 там, у меня есть агент, он в Гудермесе, если нужно, он свяжется. Закинул. Просмотр. 1 день, 7500. Все. Это уже говорит. Конечно. Многие мне задаются вопросом, вот, говорят, а почему ты мешаешь контент, почему вот у тебя вроде история, а ты опровергаешь, там карты закидываешь, фейковые показываешь, историю, то про ингушей, то про дагестанцев, то про других. Зачем ты это делаешь? Если у тебя история, закидывай только историю. Вот в этом-то и проблема. Возможно, мне бы не пришлось бы закидывать другое. Я-то и наших спортсменов закидываю, и ученых, и фильм закидываю. Ама только когда анонс закинул фильм, я его закинул. И к нам на YouTube канал, и на сайт я закинул. Да, те, кто не знает, у нас есть отдельный сайт bashlam3w.com. И туда закинул. Зная, что всякое может быть в жизни. Свет вырубят, закончится. Всякое бывает там. Инопланетяне, марсиане прилетают. Но все-таки я хочу, к чему это хочу сказать. Друзья, мешать контент абсолютно несложно. Самое сложное в нашей работе это, допустим, не в обиду будет сказано, самое плохое это то, что мы очень пассивные, когда нужно помогать нашим ребятам работе. Потому что книги очень дорогие, карты дорогие. Я вам клянусь, вот, я почти 2 недели не делал эфир, потому что у меня нету просто-напросто тупо для эфира телефона нету. Просто нет. Тупо. Я вот реально себе. Когда ты начинаешь об этом говорить, и мои подписчики вроде бы, но чебош, клиентам хилбеш беша, далвайсон, телефон и отейсон, хардейс бош, яс амиршо, мои. Иду фасбах. Лот сабах, ашугума лот сабах, но и Амут понимает, я прекрасно знаю, что у него за фон сзади за его спиной.
обычно хромакей Да. называется. Да. Хромакей нужен, хороший фотоаппарат нужен, подсветка нужна. Не как у меня лампочка Ильича, которая вот так висит, понимаешь? Я специально подсветку делаю. Каждая книга стоит огромных денег, если редкая книга. И поэтому, когда вы спрашиваете, он увидишь Башлам, он увидишь Ахмад, он увидишь, Аллахи, когда ты остаешься с этими проблемами, когда тебе нужно что-то купить, нужно до конца довести, он улихуча батшун, бумата батшун. Разговоры, конечно, будут большие. Спонсоры, меценаты, да мы перьево порвем, Амир, не делают. Я не жалуюсь, Аллах жалуется Яшват. И несмотря ни на что, я знаю, что Ахмад точно так же, я вам скажу честно, Ахмад в прошлом эфире самый большой донат прислал Ахмад. Этот Ахмад такой же, как и я, более или менее кинош яши, он понял, что нужна поддержка, он отправил. И вот такие простые ребята, Таисия, Лири, Хиегелир, все время 1-2 человека помогают, и мне не приходится каждый раз звонить и говорить, братан, все, стример, я это делаю, но я никого об этом не прошу. Я это делаю, почему? Потому что Ашунгайта Гетин, эти книги шон, Чечня и чеченцы шон. Я кричу голос, я бакри голос, бакар, и улыбнулся, Цангер книги вьется, спокойно, я карт вьется, и цехинча, слушал хатта шанжуак, остадили сатвя. О, да, многие, я Ахмад, до сих пор я не показал свой диплом историка. И они спекулируют, да, они историки. Когда сказать нечего, имя коверкают, это, у него диплома нет, он никогда не учился, он этого не делал, ни того не делал. Аллахи, Билlah. Низкие поступки, как обычно. Понимаешь, проблема не в том, что у нас есть. Самое лучшее что? Смотри. Во всем мире и самые лучшие политтехнологи говорят, что вся политика современного истеблишмента и вообще политика содержится вот в одной этой книге. Книга эта называется Никколо Макиавелли «Государь» она называется. Государь, да. У меня она есть. Эта книга основа основ всех. Она, смотри, какая она тонкая. Да. Понимаешь? Тонкий ее, ютаю, видишь? Вот она. Да. Это написал итальянец. И если ее прочесть, опять же, составит ли она труда? Абсолютно не составит прочесть. Но то, что происходит в мире, то, что происходит в политике, ты начинаешь. Вот у меня есть книга. Ныне он покойный, про шейха Мансура. Вот такая книга. Кто учился в университете, ее помнит. Она называется «История Чечено-Ингушетии», она называется. Яуз Ахмадов, Шарпуди Асталов и Исаев. Вот она, старенькая книга. Да? Вот здесь тоже про шейх Мансура. Она настолько старая, она пожелтевшая, понимаете? Тоже маршал. Я перелистывал так версию даже, и Йохан. Но это редкость, надо сохранить. 91-го года книга, 92-го года книга. И таких редких книги, они есть у людей. Но еще и сегодня у меня нету ни спонсоров, у меня нету ни государственного бюджетного ассигнования, у меня нету. Единственное, что есть там, кто-то поддержит, я покупаю. Нету, вы заметили, активная поддержка, когда есть, я могу купить, показать книгу, карту, могу как-то сделать. А нету, я, к сожалению, не могу. И то же самое у Ахмада. Сделать хороший фильм про Байсангура, шейх Мансура. Это должны люди в первую очередь понимать. Сейчас Ахмаду эфира, как он выйдет, просто во время эфира я не могу показать, я вам покажу ролик, какими должны быть чеченские школы. У нас меняется ситуация. Может, вы видели этот ролик, может, не видели. Но посмотрите, кто висит на стенах национальных героев в чеченских школах. Это Сихалва, чули блоги, думаете, чугайский, ой, фашист, чуи, градиня, хари, ой, мерседес, бэмваш, мои, хамиш, мои, шун цаха ашудюц, хайхали хела, малест бебунч, ой, гницанс, ешлура вац, харбуалх биашхалдиз, хайхал дошхалдиз. Тарана, если бы сегодня, пример приведу, если бы сегодня Ахмад быковал, на Ахмаде пример сделал. Я объясню, заодно Ахмаду будет пример. Он-то думает, догадывает. Если бы Ахмад был бык без грамоты,
Да что там, наш шейх Мансур красавчик, да он ваших, Бог, он это сделал. И даже то, что знает этот научный руководитель, экспедитор, она бы в жизни не сказала. Почему? Конечно. Потому что, да вы, вот она как вот эта клуша, которая сидит, чеченофобка, феминистка, шовинистка сидит, обвиняет нас в бывалых и небывалых грехах, она бы также отреагировала. Амад улыбнулся, дал знать, что он знает, поговорил человеческим языком. И ничего Амаду не стоило делать, просто записать интервью. Она выложила все, что на самом деле было в сердцах всего миллиона чеченцев. Башлай, очень Достойно. вежливо к ней обращался. Я говорил, пожалуйста, расскажите нам. Я вот вежливо обращался. Человек ответил взаимностью. Показывал, понимаешь? Гел, хаален, боже, я сходил в Macedонию. Да. Красиво. Почему? Так, у чеченцев повелительный только Бог. 100% достиг своей цели. 100%. Хилхилер мадуи. Амад кюш килердец, лейхилердец, ногчи цехилердец. Амад ногчи у, цем ногчи тейплау, ауделвец. И мы дать. Мы должны быть умнее. Башлай, и к слову, как было, что перебивать. И к слову, я пока мысль не потерял, вот это Юлия Дякова ее зовут. Она много, чем многие чеченцы знала историю про шейха Мансура. Больше. Амад Бичуана. Амад Мичуана, у меня трафик закончился. Трафик закончился, поэтому отключился я. Амад, выходи на связь, где ты? Амад, запрос, а я это? Всем, кто не верил, или кто сказал, что, смотрите, чтобы было понятно, моя лампочка Ильича, видите? Она и на самом деле, видите, смотрите. Вот так вот приходится работать в полевых условиях. Если кто-то там написал мне, что я, как всегда, что-то делаю не так, я пытаюсь приспособиться к любой обстановке, чтобы хоть как-то провести работу. Не надо обвинять меня во лжи или в том, что я говорю неправду, или я что-то там якобы прибедняюсь. Нет, я не прибедняюсь ни в коем случае. Альхамдулиллах, Всевышний меня создал здоровым.
Мокшу, Лиршу, Сейкукштяву, Цундера, никаких проблем с этим нет у меня. Ибраим, Амад Мичуан тишь, Амад Мичуан, я хотел его принять. Амад, у меня эфир просто-напросто. Трафик закончился, он выкидывает. Через каждый час почти что он выкидывает, поэтому я прошу прощения, это не по моей вине. Эфир я гушуйсо, Ибраим, скажи мне, я в эфире еще? Ладно, асуном. О футболке кач, ю изини, харпест и халт вахтитини, рахчулк адвел, лесо цундер, цателет персил, асуном цасо. Харпест они сирача, дин эфир да еликса почти что. Цатил перс, теврейнен тапполет, элет, лач, хулар сайнига мяса лач. Арсейк унзал да штабах кашурс. Гуш уйсу, кто-нибудь ответьте, меня слышно, видно. Ибраим, напиши. Так, я стоял, укладаться. Ибраим, со гуш уй, хей шуй, окей, я зей, дай хумадия, солнца, со эфире уевать. 5 человек в эфире, вообще не знаю. Видно, не видно, в эфире, не в эфире. Ага. Покорные. Угу. Так. Дык-два, хохчуацел. Короче, Амада пока нету. Давайте, пока Амад зайдет в эфир, я вам покажу тот самый ролик. Вот Амад, Хавян. Амад, чуона? Запрос, это Амад. Амад, Да, пошел. у меня, как всегда, спартанские условия. Трафик закончил. Я сейчас уйду тогда, как раз ролик тоже посмотрю. Я хотел... Хорошо. Насчет этой Юли, я что хотел сказать, у меня просто поймите один момент. Вот то, что говорит Башлам. Я реально не так работал, как Башлам. У меня более направление озвучка и так далее, там картинки, съемки. Башлам уже на публику реально работает. Я что хочу сказать, что комплимент, просто дегдуйчусо. Дело в том, что вот эта Юлия Дьякова мне говорит такие слова Башлам. Если бы Башлам имел возможность, или я имел возможность, если бы нас спонсировали и так далее, мы не любим, и я не люблю, я никому не призываю спонсировать, но посмотрите, какой шанс мы упускаем. Ладно, нас не хотите спонсировать. Любой другой, пусть хотя бы сами приезжайте. Она мне говорит: Ахмед, если ты в следующий раз приедешь в Питер, это в Петербурге, крепость Шестербургская, у меня есть такие документы какие-то новые. Понимаешь, то есть у меня с архива есть документы, я могу тебе представить, то есть она говорит, предоставить, имеется в виду. Хорошо, вот эта Юлия Дьякова знала очень много информации, и она мне такие вещи говорила, но я не все показал. Я не все это туда ходил. Она говорила вещи, например, когда я сказал, что солдат русский это был и так далее, она говорит, какой русский солдат? Это офицер, Ахмед, это да, как бы, да. ты приезжаешь, понимаешь? То есть она говорила, если я не ошибаюсь, она говорила, вы понимаете, Шейх Мансур был воином, она говорит. Если вы думаете, что для него была проблема кого-то там, имеется в виду убить или ловкость, он был очень ловким воином, она говорит. Он мог драться против 10, она говорит. Потом то, что он выигрывал на Кавказе первое место по фехтованию, более раньше и так далее. То есть она много чего знала про него. И эта женщина, как некоторые наши люди, которые далекие от истории, пишут, что он сдался. Вот они специально пишут. У меня состоялась дискуссия, я 2 часа почти общался с одним соседом по телефону. Мы созвонились, я наехал из-за некоторых слов, потом он начал, что ты наезжаешь, я не тебе говорил и так далее. Ну, суть не в этом. Дело в том, что он говорит, какая разница между шейхом Мансуром и имамом Шамилем, если шейх Мансур сдался. Ладно, хорошо, я ничего не сказал, Башлам ничего не отвечает. Что мы будем этим делать?
То есть люди говорят вот так, мы отвечаем, какой сдался, мы доказываем потом. Даже вот эта русская женщина говорит, она разбирается в истории, потому что она же не от себя говорит. Тем более это невыгодно. Но есть такое понятие, у русских раньше оно было тоже очень важное. Башлам, если я буду врать, скажешь мне, ты не прав. Дворянская честность раньше у них была. Да. Да, Башлам. Честь, И из-за того, что у них честь, это слово дворянство. дворянина, да, слово дворянина, они поэтому до нас дошли вот эти моменты, что они говорили храбрые воины, чеченцы и так далее, они не признавали. То есть, Несмотря на то, что они враги, ненавидели, но они обязательно фиксировали. Говорили. Да, говорили, я это и считал. Пушкин, и Лермонтов, да? и Толстой, это поэтому зафиксировали. Они считались эталоном. Да, тот же Ольшевский, Поттон, они уже официальные историки. Потто историк официально русский. Вот он даже, если я не ошибаюсь, писал, русские офицеры после сражения с чеченцами, Башлам это, скорее всего, знает, после сражения с чеченцами, если ногу ранило, ходили к чеченцам на лечение ноги. Потому что в медицине у русских было заложено убирать ногу, отрезать. резать ногу, отрезать, ампутировать. Не лечить, у чеченцев там народные, а ампутировать. Да, а у чеченцев народными там, средствами там, и так далее, лечение, народное лечение было. И поэтому и задавали вопрос, но мы же только что друг другом сражение было, ты от нас получил, почему ты так вот пришел такой смелый и так далее. И офицер отвечал, я знаю этот народ, я знаю их устои, я знаю их нравы. Они никогда не причинят зло даже врагу, если он гость. Да. Понятно? Да. Поэтому это зафиксированные моменты. Я что хочу сказать, это Юля все это читала. Я ее не заставлял. Даже если бы я заставил, она мне не сказала это. Она мне говорит, Ахмед, достойно сын чеченского народа, она говорит. Почему? Я спрашиваю у нее. Там есть еще другие моменты. Я спрашиваю, почему вы считаете? Я говорю, хоть туда не вошло, я говорю, но он же для вас враг, как бы. Почему? Для твоей империи он враг. Она мне говорит, Ахмед, знаешь, он мог остаться живых. Но человек не предал принципы, он говорит. Не предал свою религию. Не предал... Враг для них и Наполеон. Да. Однако сегодня же, есть в принципе, последователи, есть очень хорошие книги. И командиром Наполеона восхищается. Там же Ланны, тем же Нелом, вот этим всеми они восхищаются. И тот же Мюратом, который, командир, это сами русские восхищаются. Это понятно. Но она тоже восхищала шейха Мансуром. Потому что она сказала, этот человек не сдался, она говорит. Я восхищаюсь им тем, что он не предал свои принципы, он пошел до конца. Да, именно такие. Вот что я хотел завершать. Вопрос, вопрос, опять же, я хочу, чтобы сейчас зрители понимали, тут речь не идет о политике, речь идет об истории. Конечно. Люди могут восхищаться, некоторые люди есть до сих пор. Помните, вы задавали вопрос у меня в эфире, почему же мы, чеченцы, нас уничтожил Тамерлан, нас уничтожил Чингисхан, дали своим детям имена Чингисхан, Тамерлан, потому что в Чечне очень много имен с этими именами, точнее детей много с этими именами. И в то время я вам объяснял, и сейчас говорю, дело не в том, что они были наши враги, дело в том, что они были воины, достойные, сильные воины. И по преданиям нашим, языческим преданиям, считалось, если ты своего сына назовешь именем воина, то он будет, грубо говоря, такой же сильный, такой же духом. Вот это небольшая языческая традиция. Кстати, чтобы вы знали, если вы думаете, что сегодня нету этой традиции, вы ошибаетесь. Просто произошло переформатирование. Во времена Джохара Дутаева все называли своих детей Джохаром. Во времена Рамзана Кадырова все называют своих детей Рамзаном. И те дети, те родители, которые более богобоязненные, называют своих детей Мухаммадом, саллаху алейхи, в честь пророка, имя нашего любимого пророка, или Исой, алейхиссалам, или Нухом, алейхиссалам, или Ибраимом, алейхиссалам. Но я вам как бы говорю, что эта традиция не потеряна. На подсознательном уровне это перешло. Да, есть некоторые больные, которые у нас называют Дон Микита, Рауль. У нас есть такие дебилы, которые называют сериалов. Ну, это люди, которые больны современной культурой. Есть такие люди, которые называют, да,
лучше. Или весь зло. Стагице, я хайнох чуть это хумадат. Это я как бы отвлекся. Так вот, и этот момент, то есть некоторые, вы знаете, что эти люди знают нашу историю, некоторые имеются в виду, которые копаются, он 25 лет человек работает именно в этой крепости. И когда ты заходишь в эту крепость Башлам, я хочу отметить, там есть вот эта жена Петра Первого, тоже была там заточена, и сын Петра Первого, наследник тоже, даже Иоанн, если не ошибаюсь, 4-й. Вот. И на первом месте стоит шейх Мансур у них. И там написано, узники, там известные узники крепости. На первом месте шейх Мансур. И там написано легендарный первый имам Кавказа. Цюнденис ночью это делался. Сунау де худу алвался, среди глазом худу алвался. Он для сунсайкам дурдиз, сунсайкам диабитля, сунсайкам бишитля, сунсайкам нехига, сайкам историю сунyazi цаля. Нахига, вейкам дуйтуна, хумшлит цаля, ишт башламин цаля. وإزدلا سؤال غير تكودو سنو دوتها نحل حلخر إمام بوهوغا كوكازا بوغ دوخ درجدويز إزويلول خواشي خل حارشون قر مدار ستوكينو خيرون سبونسر خبرون тысячами. Қиетео, шаша лурду бош. Конференция решали кредо. Мы понимаем, в момент, что их киеч дуай. Анна сун из назмиду алваса. Тагана, что продолжим на русском. На башлам, то, что боль башлама я тоже понимаю. Когда ты искренне хочешь, да, альхамдулилля, есть вот наша команда, если бы у вас не было бы, вообще тогда я не знаю, что надо было делать. Есть вот те, которые редкие, да, которые помогают, переживают, любят свою историю и так далее. Я что хочу сказать? На самом деле, если в реалиях сегодняшней жизни, если мы смотрим на блогеров, у многих есть миллионники и так далее. Мы даже не говорим про миллионник. Мы говорим про нормальную трансляцию, про качественный контент. Да. То есть, чтобы люди смотрели. Если бы, например, сказал, вот пришел бы человек, да, мы там спонсор и так далее. Он говорит, ассаляму алейкум башлам, ва алейкум ассалям. Я хочу тебе предложить финансирование. В том случае, если ты откроешь какую-то студию, где ты будешь на уровне, имеется в виду, сделаешь ремонт, я все это оплачиваю. Но я хочу, чтобы ты работал. Смотрите, это очень важное послание ко всем, кто нас слушает. Я хочу, чтобы ты, например, набрал команду, хочешь сам работать, но мне нужно, чтобы ты сделал аудиокниги голосом, запись книг наших, например. Да? Люди сегодня, посмотрите, библиотека заполнена книгами русских поэтов и так далее. Да. Абузар Адамир «Долгие ночи». Давайте, например, вот я не знаю, я начал читать, вот у меня закладка даже есть, я не знаю, Башлам, ты читал, Колосов написал «Славный Бейбулат». Вот, 91 год он написан и так далее. То есть какие-то моменты давайте сохранять. Вот у Башлама есть, например, да, вот сайт есть. Выкладываем аудиокниги, чеченские аудиокниги, да, тот же про Зелимхан, Абрак-Зелимхан, тот же, да. То есть у нас много поэтов и героев, которые можно озвучивать их книги. Давайте вот так сохраним нашу историю, имеется в виду. Потом подкасты. Делать подкасты на уровне. Я понимаю, Башлам тоже это понимает, что не будет таких острых, никто не придет, имеется в виду. Да. Вот Башлам вызовет и скажет, давайте говорить на острые темы. Да? Как есть, давайте, не придет. Ну ладно, хорошо, но я хотел бы, чтобы Башлам вышел на уровень того, что контент, который делается качественно, чтобы зрители были и чтобы смотрели. Сегодня звук многое решает. Звук решает многое. Даже просмотр алгоритма Ютуба, я этом копаюсь и смотрю, многие, смотрите, на первом месте стоит звук. Если некачественный звук, люди выключают. Даже новые подписчики, да. Картинка важная. Например, вот он знает, вот этот фон, на самом деле, сейчас я так сделал, он упадет. Я за него заплатил 1000-2000 рублей где-то. Со стойкой. Эта стойка меня не держит даже. Понимаете? Я не прибедняюсь, просто у нас с Башлам и с другими нету таких возможностей, которые есть у других. Вот мне это больно. Потому что у нас ночью это дух миллионер, Москва был. Дом был. Больше будешь. Ама проблемы, годы идут, все. Выходят, потом исчезают. История, маша Аллах, да воздаст тебе Аллах благом. Хорошо, что ты историю рассказываешь. Башлам, ты молодец. Да, Ахмад, ты молодец. А помочь? Извини. Да. Понимаете? Я просто хотел бы, чтобы... спортсменам Сабаеву Юсарю.
Да, я хотел бы, чтобы мы, чтобы открыли хотя бы, смотрите, это призыв людям, которые нас смотрят. Я понимаю, что у вас таких возможностей нету. Я имею в виду, хоть кто-то, если увидит, нагасан шушей истории, что на уровне баш у нас, легкого уровня, качество картинки баш, грамотности башламу еще, альхамдулилlah, много хватает. Я имею в виду, чтобы, как у многих блогеров, миллионников, видели, какие у них возможности. У нас нету этой возможности. У нас нету камеры, телефона Башлам Сумбахар даже. Мы сидим в камере, где 3 мегапикселя, может быть, который в 98 году вышел. То есть я вот то, что спросил вот, на телефон о Свинхахне для работы, хотя бы маломальски, я у него спросил. Именно я работаю только в основном с iOS-овскими программами. Я не могу на андроидах, я вообще не могу. У меня проблемы были сильные из-за него, и меня несколько раз сломали. Причем финансово. Я iOS-овских работаю. На iOS, знал, самый вариант. Мелхаря, мне нужно, чтобы не меньше 256 гигов он должен был быть. И да, 14 Max Pro. Не 15 цаба, 14 Max Pro есть за 256. Мне этого хватит, на ближайшие года 2-3 я смогу стримы вести. Конечно, не ICE, но средней паршивости. Художник, он сказал 119 тысяч. Конечно, минимум. Чтобы ты понимал, чтобы эти, вот, грубо говоря, бабки заработать, для любого донатера стрима это буквально 1-2 стрима для нормальных. Я тебе говорю о тех российских блогерах, остальных, которые есть. Для меня, допустим, или тебя, чтобы заработать его, нужно, я тебе объясню, мне, вот я скажу честно, по моим, вы можете любой, если хотите, могу распечатку сделать стримом с донейшн, чтобы заработать его, Ибраим знает, он в Ютубе, он владеет Ютубом. У меня нету Ютуба. Это у Ибраима есть 2 компьютера, он живет в Германии. И он ведет трансляцию через Ютуб. Башлам через Инстаграм ведет. Это благодаря его поддержке только мы сегодня в Ютубе. А так все Инстаграм и я. И вот, чтобы заработать, вот Ибра знает, 100, грубо говоря, 119, мне нужно минимум 2 или 3 года. Вот я не могу, я не потяну просто-напросто. Я в прошлую пятницу мы сделали анонс с Ибраимом. В субботу свести я шел телефон, Укр вообще сейчуна, вообще кезгю пиксель, лицевой стороны. Он не тянет просто, он дохнет просто. Он мне отказал, пятницу он отказал, я не смог сделать. Нет, моей телефона могу. Субботу анонсина, а сделать я не смог. В воскресенье не смог прошло. И вот через неделю, еще неделя прошла, мне вот сегодня я делаю. Завтра я тоже собираюсь сделать стрим. Я хотел 3 дня. Пятница, суббота и ночью так чисто, да, я в воскресенье. Вот 3 дня у меня были. Материала много. Вот сейчас я тебе говорил, показывал, не знаю, вот такие 2 книги мне брат из Ачкой Мартана говорил. Они называются «Мифы и предания чеченского народа». То есть здесь все собраны мифы, предания. То есть реально прикольная вещь. Да, много фантастики, да, много, я бы сказал, даже враги такого не делают. Наши сами УНБМа, да, я изучал, многие книги собирают. И просто-напросто, и вот обязательно каждый эфир 5-10 минут нужно обязательно выделить и людям объяснить. Уважаемые братья, сестры, кто в Ютубе, кто в Инстаграме, в Телеграме, в Твиттере, а у меня есть везде все есть. Везде платформы есть, и после загрузки я везде это все распространяю в основном. Кроме Одноклассников. Одноклассников у меня нет, честно сказать. И я всегда всем говорю, реально, Амад, сейчас ты выйдешь, я этот ролик тоже поставлю. Обязательно посмотри. Может, ты найдешь и свой логотип. Да, я посмотрю. Этот ролик сделал один из тех ребят, когда мы начинали в 2018 году. Посмотри, сколько было блогеров, которые вели историю чеченского народа. И посмотри сейчас, сколько нас осталось. Да, сейчас осталось 3 человека. Ну, с тобой 4, грубо говоря. Остальных, и сколько их там посмотреть, ты поймешь, насколько сильно сократились. А стубейшн бяхца был. Это очень реальная проблема. Это хылдуис. Тем более,
Хайнан, Хасимян, Тажим, Хакисна, Кепекли, а последний дело, оба, да, историю, да, боже, такой, что таких людей, да, они вначале все так шли, Шенки, Санзирдяш, Кедикдяш, но в конце концов они просто-напросто не выдержали. Халмадей, когда другие приходят, ходовые, чанавах, бьешь, бу, кафе, шуас, бу, ресторан, шуас, бу, ахо, кенчик, ведь опять, арбидала, Александр, цехулка, и что, хаму, дича, вей, демодати, и ночь. И мало того, что ахо, дяштек, ценить тебя, что ахари. Если кто-нибудь ценил бы, а дяштек понимал, да, взрослое поколение понимает, а остальные не понимают. И плюс ко всему тебя еще упрекают. Вот, Аласи, Маласи, вот, ты спрашиваешь, хорошо, ну его же ненавидеть. Был Навальный. У Навального за один эфир нравится, он не нравится, он собирал 1,5-2 миллиона рублей. Спокойно. Понимаешь? Не магия, посмотри, не магия собирает 50-100 тысяч. Это два парня. Они в основном юристы. Да, я видел. Посмотрите, 50, 100, 200 тысяч набирает. У нас самый противник Швубошву Музуртанов на 2 книги уже собрал, если он сам, по крайней мере, говорил. Он там то ли за 300 тысяч книгу записал, потом за 500 тысяч он написал, сейчас он вроде на миллионную какую-то книгу. Но я не знаю, может он соврал, может он в эйфории был, так сказал. Я не знаю, насколько это достоверно. Про Артема я вообще молчу, это совсем другая история. То есть, когда донатят тем, кто, грубо говоря, не все, которые я перечислил против нас, работают, им плотно помогают. Возьмем того же, ты помнишь, нет, не знаю, мы его назвали Злой Изя, был Злой Грузин. Дмитрий Кулумбекашвили. Да, конечно. Мне братья написали, его финансовую прайс ему присылали от $4000 до $7000 камеру. Прислали. Даже называли государство, откуда прислали. Если я не ошибаюсь, это с Бельгии они сказали. То ли с Бельгии, то ли с Норвегии. И ему давали деньги, чтобы он даже раздавал эти деньги, якобы чисто от него, вот этим детишкам и так далее и тому подобное. Настолько спонсировали его. Держка. У нас нету этого, да? Понимаешь? Вот такие моменты, мы эти все моменты знаем. Да, может, мы не знаем прямо от кого эти финансы идут. Мы не знаем многие вещи. Но я хочу понять, чтобы люди понимали. Снять фильм, сделать ролики, покупать там какой-то материал составлять, подкасты делать, электронку записывать. Элементарно простая вещь. Сделать одну большую карту, чтобы сзади повесить какая-то картина. Или мне один друг, я надеюсь, он не обидится сейчас в эфире, я имя не назову, он мне говорит: Башлан, ой, ногчи карта цани истинг будет безара, беш истинг мамур, бойтит его атан шинг аж, азба бир бацу вашаба хунг бацу, сун истинги маха, султан судью хатсун, не только султан, стоимость я знаю. И заказать бирбус ногчи карта цани. Он выйдет, я говорю, в пределах от 70 до 100 тысяч он стоит. Даже небольшой истан. Он не маленьких денег стоит. И сумм самый лур дать вас. Аха, рюга хайн и дук элас лур дать вас. Вот на кинчки азье. Азбах, сум кинчки азье, хотя бы макбук ез, хара ез, сум ахш ез. Найн, ушел человек. Грубо. Вот подсветка, хара. У нас есть аязный, я их нашел лампочку или что. Хинц айо, хромаки. Я его даже не смог даже до этого дойти. Я до этого дойти не смог. Одному один сказал, другому другой сказал. Благо, я тому хотя бы кто-то книжками поддерживает. Но я просто сам не могу. У меня, да, книги есть, базовые материалы есть. Все это у меня есть, Ама. Но и у тебя есть, я знаю. Ну, когда тебе нужно здесь какие-то материалы, и ты не дотягиваешь, просить ты никому не пойдешь. А вроде бы ты делаешь какое-то общее дело. Да, для народа. Понятие, что это сохранится. Оно не сохранится, как Башлам Амад. Оно сохранится, как Шейх Мансур, Бейбул, Тейп Хара Чуай, Тейп там Хачруай, Тейп, я не знаю, любой тейп. Мы и про тейпы делаем, и про все это делаем. Так, ценный ощуп,
и шелуха, да, я шо. Да, Вот да. о чем я говорю. И Да. дешхильча, это примерно бахас. Дешхильча, дешхильча на лучшем уровне. Вот это я говорю, Башлан, я бы хотел вот так же, опять, что я задержался тут, вот, ролик Гейта уже, я посмотрю ролик, вот, слово, я взял вот сейчас эту книгу, ты, наверное, читал, Аллах Бузара и Дамир. Почему я Кстати, взял? один момент про него, ты же знаешь, когда он был живой, он попросил... На чеченском, не переводить на Да. русский. Да. Да. Я к чему, почему я это взял? Месту сказанное слово, оно очень ценное. Когда Башлам сказал, что люди сидят в кафе, и тогда говорят, что книга, я сразу вспомнил его слова. Что он говорит? Ночима таолас, потому что это было его висят. Висят, садуа, да? Ночима таолас. Башлам, книгца хауо шхилер, масала, я ночи ком историозит лу шхилер, я что чарам, уэма эла книг шуеш бат духабеш, скорее всего, на интернет туинс. يوجد لأرة تغنتنا بيرش ناق بلعبوس مثلا حجلها شو دوش دور ديشن بوزا إدم يسأل نوختي تامشن هم هدو خايشن أوتو تستيق وابي تيج قمر سنة شوية سو مقونا هو ألا حيث بيردغ إحقا قونا هو ألا نوختي بيردغ إحقرو باتو قونا هو أليشا أما نوختي شو تامش سبوق باق تامش بسبوق وطن يودي ولايت سبوق دوكس تامش سبوق محيقل دوشو عايش سنت как обычно هم خيتين سبوقتو أبو خيتيا ما هيك دوشو أخا говорю на тунде ночи қитам само дела харве общая история шо сунам сагина башлам тагана Mercedes BMW хар хокна эфирин тана ваген хокома ala центр гаш вол лил шо танга телефон ё шо он не сделал на этом деньги не нажился человек и завершая как я сейчас выйду я хочу сказать Книгша, Шимшим, Ошки, Соу. Но я к чему? Вот этот, если мы хотим, чтобы истории, Даеш, Олаш, Дие, Олаш, Альхамдулилlah, я не к тем обращаюсь с подписчикам Башлама, они это молодцы, маша Аллах, слушаем, которые поддерживают, да, любят и так далее. Если мы хотим что-то сделать, я предлагал бы сделать какой-нибудь, чтобы... А есть план, план есть. Какой? Если мы хотим на уровне вейком истории, хазия, хазбо, куда он в контенте баш у нас. То есть видео красиво сделать. Вот я живой пример сижу тут Шермансур кино, сопри даллас дацавиша, урлам дишут ацам баша, вахуи монтаж яш инам сохоксо ашо метя. Кудур днями, месяцами. Это еще. Мне настолько это уже надоело, что мой мозг почти не взрывался. Мне надо было 1:30 с лишним я это сделал. А мне нужен был материал. Понимаете? И это нелегкая работа, то, что он делает, я делаю, то, что другие ребята делают. Тут уже хабарикша, хакварта, да, я Аллах, шадал, хума, ультех, цолокар, му, уйтек, педалор. То есть это трудная, рутинная работа. Но если мы хотим сделать его на качестве уровня, я предлагал бы вот так. Сделать, открыть штаб какой-то. Назначить того же Башламу, например, сказать, вот, Башлам, я бы хотел, чтобы ты сделал Башламе сайт аудиокниги, контент, тейпы, контент, прямые подкасты с историками разными, или любого другого пригласить тогда. Нохчах лец, дюч, нохчах омах дюч. Сделать вот такие красивые фоны, свет сделать, студийный, студию открыть, столик сделать, все это деньги нужны. Если мы хотим это качественно, нагасимо, лучше-лаха, не говорим о телефоне, ехать, это таки это бабиз. Это бича дица, и так сеть малате, ладно, не буду я, если мне не помогает, это Башлам, например, он дальше работает. Но если мы хотим, я имею в виду, на качестве что сделать, он дальше, что beautiful bloggers реально получает за один эфир даже, они вот на море они пишут, на море. Башлам где-нибудь писал на море, отдых дайте мне 50 тысяч, 100 тысяч, не писал. Но эти люди пишут на море, им закидывают. На море, вообще. Понимаете, сбоку, солнце ревностью бахас, не ревность, ревность, почему они это делают? Это хуже, имеется в виду, историю, что это не националист, сразу говорю. Просто наши люди, ленивые нахуй, но поддержки учитываются, бейт ля бог, поддержки-то лень
Ленюкой. Я обращаюсь к людям, которые имеют эту возможность, а не простым людям, сразу бас. Тундела, Наксандела, иншаллах. Да, إيش بوكش إلوش بيش بريستوين إيش بوكش كيتي إلوش بيش إيش بو نتغن خلد أثر بوغس مثلا ماك بوك يزون بشلام يزها حاجة هرتا بيتروتش ده صورة إبراهيم أسيق تعمل يازن ماك بوك على يازن أحمد почему именно ماك بوك على يازن سازو и ماك بوك إبراهيم على البوش نيرت خاشين كريم بوش نيرت ماك بوك ثاني تسويا يو برنامج شو لينك سي ثاني دق ممن شو أهتو ليلوا أي أصل ليلوا سبوتشان خائ تسوندير أردري продала кидек да вопрос не в том что атан асос эдо я кидек эдо хатя цаблал бин цазим галма яна делак энти я рисаюка о хуля ла амония дяшдол хума дик дяш Кажется, это Ибраим Олшему каринер кашин мила каринер за то ли 700 евро каринер кашин то ли 800 евро каринер и самах больше Германия Ибраим каринер бауер из Вошла, мы с тобой это понимаем. Я тебе сразу скажу, мне сказали, Шеймуту кино Йохченаха, 100 тысяч, да, 100 тысяч, Ошак, 100 тысяч дельча, 100 тысяч, смысла, да, Харум Бяш, Делур, да, Питере Волру, Питере. У меня билет ушло 3 человека нас было, понимаешь, 30 тысяч просто туда, например. И еда мы ездим, что Питере Волру, يا أوصل جاي دادي كده داي ساي والله كده عمره دبل Эльхаум Башлам, Сухана Макбук Кунт Юши, например. Сюхой Эльхаум, ты что, не смог снять фильм за 100 тысяч рублей, Барсик? Мне до слез было обидно просто, понимаешь? Смешно, точнее, было. Чтобы просто-напросто было понятно, некоторые люди, чтобы понятно, ждут каждый выход нового айфона, отдают и 200, участвовал некоторые за 200 его покрывают. Они вообще это не считают за деньги. А снять целый фильм, час-полтора, чтобы вы знали, нормальные фильмы, даже документальные, люди снимают в пределах минимум 1-1,5 миллиона. Это самые туфтовые фильмы. Конечно, конечно. Я хочу вам сказать, дагестанский фильм «Аманат», конечно, он совместно с Министерством культуры России сделан, но да, там продюсер, посмотрите, не бесплатно. Ну, посмотрите, продюсер там, дагестанцы, продюсеры, спонсора, вы можете прочитать там описание к фильму, 400 миллионов рублей бюджет фильма. Это исторический фильм, вы должны понимать, задействовать костюмы, новые, шить и так далее. Даже аренда стоит огромные деньги. Это исторический фильм, там огромные финансы нужны, если мы хотим масштабное что-то делать. Я к чему это веду? Вот такой фон, свет хороший. Да, мы хотим лучше, если на то пошло бас. Почему любые блогеры говорят, давай, никто не купит свет за 3000 рублей, потому что он завтра сгорит уже. Конечно. Купят качественное. Все, я завершаю, я хочу призвать наших братьев и сестер, которые имеют эту возможность, если у вас реально есть интерес сохранения нашего народа, если вы хотите, внимание, внести лепту в историю своего народа, это реально лепта, потому что если ты хочешь сохранить историю чеченцев, чтобы другие не писали историю чеченцев, чтобы мы могли оставить для нашего подрастающего поколения, да и нынешнего поколения, он YouTube чудухинс, Instagram, YouTube, если мы хотим оставить своих аудио, записи голосом, приятно, герой тоже нашего времени, ладух, качак, ладух. Это есть. Если мы хотим тейп, этот человек, чтобы работал, нужны условия. Но если бы он отказался, условия еще, обошлам там, короче, ему деньги не дали, он не отказался. Поэтому мой призыв, пожалуйста, если есть возможность, люди, которые день тратят в ресторанах миллионы рублей, организуйте просто шейх Ома, ночью таоласу, шейх Ома сагатяшу дала, что история ой слуш дала, нагасанна, цажим годича, цабух кяч бейт байбас. Можно изжить, аквартир хаят, это студии, на башлам. студию, зеленый фон, хайлук хади, охрегум датсон, харгун динидо, мелочно мش мадайте швей, пожалуйста, дос. Агинил, асон отен ашдерлир, ахардинир, ион дидо шва вешуатсон. هاش دايلدر أسون هردالو وإستوري قوم سهرني تيتر حماسون داغلاز لا حاجة يا أخي شو نستلفتو إستوري تشينسكو народа. سوسندلو شوكر. Все باش لحلو أقديه أخشنها. نسون результат просто وإستوري يوتش تخز كرتين توش جزر سون خز كنواش دокументальные. لا دويت عشان مش أسفلين سيتو استقولي. Обращайтесь
Аллах Рейсул, и всем твоим подписчикам, которые тебя поддерживают, донатят, Аллах Рейсул, да, диком сверху было. Чтобы было понятно всем остальным. Вот один написал, почему не обратиться в компетентные органы. Уважаемые друзья, послушайте. Мы говорим о блогерстве. Мы говорим о том, чтобы, если вы говорите, когда обратиться в компетентные органы, получается, что вы хотите сделать еще один государственную кампанию. У нас есть «Война», телеканал, у нас есть «Чеченский канал», а есть, вы поймите, разница между ними и нами, это то, что вы здесь получаете то, что вы хотите увидеть, а там вы получаете государственная какая-то программа. В этом разница. Свобода выбора. Вы хотите, вы интересные люди, вы говорите, что он и пропаганда, или что он независимый, что он ищет отдельно. Ой, касаться, ой, тем, ой, дети, еще, ищет хализ. Ну, извините, так не бывает. Вы хотите здесь, не хотите там. Поэтому компетентные органы, да, есть компетентные органы, есть разные гранты. Но везде задействованы свои люди, есть свои интересы. Я уверен, что есть и фильм, который снимает на новом. Допустим, я занимаюсь историей, я же вам говорил, возьмите это уже примерно, не в упреке или рекламе я слышал, Тамаева возьмите. Да, да. Он разыгрывает телефоны на миллионы и миллионы. Рядом ходит этот агрессор, Аудал Мелдик, Доцунте, Юана, Суч, крутой. Я не завидую, Аллахи, не завидую. Аллахи, и дальше, поймите меня правильно. Я говорю о том, что миллионы подписчиков у них. Но я не рекламирую эти вещи, я не рекламирую многие, я не могу, я такие вещи не смогу. Вы сами просите хорошее, лучшее, чтобы показали, доказали. Сейчас, я вам покажу, сколько нас было в начале. Этот ролик покажу вам. И покажу вам, что меняется в наших школах. Что, я считаю, это заслуга всех нас, потому что мы об этом начали говорить. Всех нас, тех, которые общественное мнение поднимают. Вы думаете, что мы не меняем? Поменяли и меняется. Каждый день меняются чеченские села, названия исконные возвращаются. О шейх Мансуре буквально в нулевых годах о шейх Мансуре не говорил никто. А сегодня целые фильмы снимают. О Байсангуре, о шейх Мансуре, Ахмад Валей, Со Валей, Кевек Валей, Маслаба Хасан. И мы это распространяем. Это же не только наша аудитория. Это видит и Иордания, Нохчи, Бусюк, Хуеш, Царь, Нохчи, Есен, Аскамаца, Хункар, Махка, Бувайк, Хуеш, Европе был, Нохчи, Бувайк, Хуеш. Да, нас не так много, 38-40 тысяч здесь, там 5 тысяч, там здесь. Я-то и просил, да, если ищешь TikTok, WhatsApp, подписаться, да, но вы как-то это на уровне, знаете, когда непосредственно, Ахмад Умбов, сам примерно, Ахмад Газю, я Башан Газю, Оля, и если это вас именно касается, Шупани, Аспи, Адиду, Азвожди, Аздаду, Аду, что так, Ульху. А мне зачем, или Ахмаду, зачем это нужно, ваша мгновенная вспышка, как говорится, гнева, даун садязбу. Мы говорим вести целенаправленную, точечную работу по воспитанию подрастающего поколения и то, что можно оставить на наше будущее. Я не прошу сделать мне макияж, татуаж, пирсинг, красить бороду, сделать Давайте вместе, давайте захотеть, не стесняться. Мое мнение такое. Юрта алязин Юсуп Уцасун, Ватсасун, Юсуп чувал виз, Мухаммад чувал виз. Когда вы заходите, шум подписаны, бах, нахчубу, скажите, пятница, суббота, воскресенье, эфир у Башламу в Ютубе, Инстаграм, Масан, Дахай, Ахмад чувару, Ахмад Гурухар, Ахмад фильму, Вушун, он подписаться. Если вы быстро хули, вы ищете дух, айфон разыгрывать, или вы хокка ракета, хлозер, так будет. Да, конечно. Об этих людях, конечно, знают. Опять же, я повторюсь, но что вы оставите на завтра, и вы сегодня говорите, Хунцов, разовый, опять же, мы не попрошайничаем.
мы говорим об эффективности работы, чтобы она продвигалась как таковой. Если мы хотим качество, то надо. Книгу нужно, все остальное. Да, ролики сегодня присылают, но даже из этих роликов нужно отсеивать, нужно над этим работать. Там вы понимаете? Много работы, конечно. Да, много людей, которые говорят непосредственно, я понимаю, я еще раз, и Амад, и я, мы все говорим. Напоследок, Амад Эрваль. Самое главное, мы знаем, что простые и взрослые поколения, люди с нами. Цардук, каждый рез, хуил ол, да, дуквахвар, мобит хараши, болхванчо, духа бочан, цахаун, ахвинца, цюбакашар, элек олнас, Амад. Асхуига элер. Наступит время, когда ты разочаруешься в своей работе, не оставляй Амад. Он дальше не эдетаукчу, саммерер. Придет время, ашхуиг штука, на оценить ты душу. Возможно, сейчас еще не оценивает это. Оценить ты душу. Слишком много дерьма, Амад, на тебя, на меня, имеется в виду очень много чему, на нашу историю свалилось. И сегодня про нас пишут столько гадостей. Дикник язуш. А вы дикник язуш беш, курала, бахаться беш, башаться беш. YouTube, Instagram, беш, аж. Сон дера, ухам ух. Déjà, tu sais, des ديل كرادو غدا غدنا وديرس خيل او شوي يقوصرو صدا خديتو كان просто-напросто я хюга هم баси هل иш дей вот иш дей не надо говорить. Конечно. Когда есть сегодня возможность, сам прими участие, по крайней мере, пассивное участие за ним. Я не хочу, чтобы мне даже давали $1 миллион, грубо говоря, Аман. Я не хочу, чтобы мне давали $1 миллион, но завтра мне говорили, как мне работать. Я об этом говорю. Если вы будете это говорить, то не надо это делать. Да, я это говорю. Если вы хотите, чтобы свободно, творчески, если вы хотите подсказать, проконсультируйтесь. Я вам объясню, стоит этого делать или не стоит. Да, плюс и минус. И что-то на хат, нормальная тема. Бигду Амар, заходи с чего? Пользуясь случаем, Башлам, под конец хочу сказать, мы говорили про Тимур чеченцы, Чингисхан, там, имена Тамерлан называли. Пользуясь случаем, вы на новый фильм с канале найдете историю и про Тимура, и Чингисхана сражение, а также ждите завтра, послезавтра, то есть воскресенье, выйдет Ворогихинский. Мы впервые, то есть я впервые сделал про него видео, то есть до этого никто, насколько ясно, я не нашел в YouTube, по крайней мере, про него, видео в формате, фильм. Ворогихинский, Башлам, ты знаешь его? Да. Вот история про него, и там очень моменты, интересные моменты про Байсангура и так далее. Так что ждите, премьера будет. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Башлам, Аллах, это был. Да, это был. Ссылку Ибраим скинул, видите, канал Амада. Да. Подписывайтесь обязательно. Давай. Так, сейчас я вам... Сейчас, до того, как мы еще отключились, я надеюсь, еще не отключились. Я еще в эфире, Амад, Ибраим, в эфире Адуевой, а нас их... Меня видно, слышно? Да, целых 3 человека сегодня задонатили. Видите, я почти уже миллионер. Хорошо. Давайте, смотрите, хочу вам показать ролик. В начале сколько нас было.
Чтобы было понятно, в пределах 30-40 каналов почти что исторических пабликов было у нас ранее. С 2018 года настолько много информации заливали, все пытались что-то новое, что-то разное, интересное залить. Но получилось так, что, к сожалению, по разным объективным причинам и физическим, финансовым возможностям все ушли. Из них, насколько я помню, осталось или 2, или 3 группы. 3, кажется, 4. Вот что произошло. Нет, не заблокировали, не пожаловались. Нет, абсолютно. Норницы просто дохли налево и направо, когда все эти ребята работали. Но, к сожалению, финансово, опять же повторюсь, физически, технически они не выдержали. Это не плохо, это не хорошо, но факт остается фактом. А теперь, прежде чем еще эфир не закончился, я хочу показать вам еще один ролик. Хочу показать вам еще один ролик. Неужели я не записал? Интересно. Так, Соболев. Основная этния. Так, не то. Так. Стация натешись. Соболев, что? Как он у меня начинался. Неужели я не отправил? Так, Соболев. Так. Байсангур Биноевский, шейх Мансур, первый имам Кавказа, Бейбулат Таймиев, Зелимхан Харачоевский, Арас Гихинский, уертница и целостно догадался. Это чеченская школа. Это называется то, что в наших школах уже есть наши национальные герои. Уже вешают фотографии, показывают шейх Мансура, Байсангура, всех остальных. Чья это победа? Это победа всех вас, всех, кто рассказывает о подвигах Таймаска-Гихинской. Это победа каждого из вас. Абсолютно верно.
Зомбях мобильного Кёртадолсу. Сегодня мы уже потихоньку все публикуем, все показываем и все запоминаем. И это очень важно знать. Важно знать между имамом, первым имамом Кавказа и имамом Чечни и Дагестана. Или имамом только Дагестана. Коим был там Гази Мухаммад, Гамзат Бек были имамами Дагестана в основном. Имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана. Но даже некоторые сегодня горе-блогеры, соседние историки пытаются назвать его имам Дагестана и Чечни. Всегда он был имамом Чечни и Дагестана. После того, что он лишился всего, Вахульго проиграл, а это проигрыш, он ушел в Чечню, подлечил свои раны, и благодаря чеченским воинам, которые рядом с ним стали, он отвоевал обратно большую часть дагестанских земель, которые входили в состав имамата. 2 столицы у него были в Чечне, достойные сыны были представители чеченского народа. Муртазеки в основном были из чеченцев, хотя сегодня Сюйлю приписывают к себе. И много-много другое. Если вы хотите это знать, и знать это, как оно есть, тогда делайте ставку на своих историков, исследователей. Я не говорю именно про меня или про Амада. Речь не об этом, конечно же, нет. Я всегда вам говорил, то ли это говорил Цезарь, обычно у нас крылатые выражения, вы же знаете, воруют обычно, то ли это говорил Наполеон. Но один из великих полководцев говорил всегда фразу: если вы не будете кормить свою армию, вы будете кормить чужую армию. Я думаю, для знающих и понимающих людей этого достаточно. И если вы будете поддерживать своих историков, вы будете получать свою историю. Если не будете поддерживать своих историков, вы получите историю от чужих историков. И такую, как они ее видят и как они ее хотят видеть. Неправду. Никто не может знать о истории Нохчи народа лучше, чем сами Нохчи. Никакие соседи, никакие названные, не названные братья. Нохчи знают Нохчи историю. От кого кто произошел, куда пришел, откуда пришел, кого приняли, кто сбежал, кто получил убежище. Все знает Нохчи. И кем мы являемся, кто был врагом и другом, знает. Выбирать вам, какую вы хотите историю. Не обессудьте, не надо потом жаловаться, говорить, наши ученые, наши. Да, конечно, ученые своенравные. Особенно у нас сейчас старшее поколение, которое, им кажется, антинаучным. Писанина, работу, которую мы делаем, так сказать, на этом поприще. Ну, сегодня, благо, все миллионами сидят. Благо, не скажу, сидят в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме, в ТикТоке. А в книгах никто не сидит. Это проблема. Некогда самая читающая страна в мире превратилась, грубо говоря, в гребаных потребителей социальных сетей, которые сегодня все живут за счет них. И когда ты через социальные сети призываешь и говоришь, давайте объединимся на каких-то правильных вещах, давайте вместе работать, давайте вместе помогать, строить, созидать, исправлять ситуацию, которая у нас есть. Много относятся скептически или говорят, что ты там типа националист и так далее и тому подобное. Нет, я абсолютно не националист, я отношусь очень толерантно ко всем, в отличие от нашей шовинистки, которая в начале первой нашей части я вам показал. Разбор идет не только нарнийцев там с запада, востока. Вот нарнийцы с севера были, допустим.
И мы сегодня разобрали, фактически разобрали, там ничего не нужно. Если бы она бы хотела бы какое-нибудь обоснование, я мог бы больше бы книг взять, серьезно подойти. Ну, человек круша, и сегодня пришлось. Я этот документ найду о реабилитации, по поводу реабилитации. У меня где-то был этот документ реальности, как все это происходило. Не так, как бывший мэр Магаса пишет, было все. Ну да ладно, я как подготовлю этот материал, сегодня я просто не успел. Вот сейчас мы зашли в 10 часов, чтобы было понятно людям. Мы зашли в 10 часов в эфир, сейчас половина третьего. 4 часа в эфире. Не двигаясь фактически, кроме время от времени там. То, что вот как бы здоровье надо рассказывать, надо выслушивать. Просто так, бесплатно, все остальное многие не тянут. Мы тянем, мы рассказываем, да, идите, интересно уж ходу. Проблем еще очень тачного. Ладно, задавайте вопросы, если у вас есть, я отвечу. Ибрахим, мастагу эфиря. Я, когда отключал первые 3 части, было у нас по 270 человек. В Инстаграме это зашло. Показывает, статистика показывает, сколько зашли, посмотрели чуть-чуть и вышли. 270 человек. В первом 340, 270, 280, 3 части закончилось. Вот сейчас уже 4-я часть. Ибрахим, на связи, аллах. Аллах, сколько человек в Ютубе у нас сейчас есть? Если у вас вопросы, давайте я отвечу быстро на ваши вопросы и потом выскочу, потому что я постараюсь, я очень хочу сделать завтра, получится, если у меня сделаю. У меня почти что 50 или 70 сообщений пришло в директ, которые я не прочитал еще, я не был ни в Фейсбуке, ни в Инстаграм, я прошу прощения. Я не мог туда зайти, потому что, к сожалению, доступа у меня не было. Телефон и WhatsApp у меня есть, а вот остального у меня не было. Но я обязательно отвечу. Ибрахим, эфире а то я опять по ходу сам с собой разговариваю. Ибрахим, шуй связи, я здесь, не знаю, я в эфире или нет, честно сказать. Есть вопросы какие-нибудь? Если есть, задавайте вопросы. Если нету, тогда на сегодня до движения. Мухаммад, ва алейкум ассалам. Ничего, в эфире сейчас сижу. Я думаю, ты тоже смотришь эфир. Поэтому, по крайней мере, пока сейчас в эфире
Ибраим, и всем моим друзьям я прошу прощения. Так получается, что через каждый час, к сожалению, без моего ведома, без моего разрешения, трафик отключается, и мне приходится выходить и снова заходить. Я просто-напросто даже не знаю, в эфире или нет, я сам с собой разговариваю или нет, поэтому вы смайлики или что-либо внизу, когда пишете, я понимаю, что я в эфире, что я активный. Когда вы ничего не пишете и не отвечаете, я не могу ничего знать. Поэтому я вас прошу, пишите активнее, если у вас есть вопросы, задавайте. А то, вот видите, получается так, что я говорил, а я не знаю, вы со мной были или не со мной до сих пор. Про слово тухум я рассказал, но повторюсь еще раз. Тухум – это арабское слово, обозначающее местность, определенную местность, окраины чего-то. Допустим, объясню тебе, как если разбить яйцо, все, что находится, желток и по краю белок, да, и вот эта граница, которая называется, она называется тухум на арабском языке. Перевод нам этого слова, это не тюркское слово, это в первую очередь арабское слово. Перевод сделал его наш брат Султан из Панкиси. Он учился, по крайней мере, в Мединском университете исламском. И вот там, когда он выходил еще в то время в эфир, когда он был с нами, он рассказал, что такое, что значит слово тухум. Определенная часть или граница дороги чего-то. Вот. Дорога посередине, это по краям граница дороги. Вот что это значит. Это раз. Во-вторых, тухум, чтобы было понятно, есть точно так же тухум и значение, как говорится, в тюркском языке. Военно-социально-экономическое объединение людей, не обязательно одного типа, проживающих в одной местности, то есть в одном районе. Вот. В основном это слово переняли от Дагестана. До этого мы его, историки, если я не ошибаюсь, русский историк впервые использовал слово тухум, перенеся его с Дагестана на Чечню в 19 веке. После этого подхватил его Мамакаев и остальные этнографы. Аналог этому слову на чеченском языке есть. Мы его называли Нохчуматах, его называли Вар. И Азамат в свое время еще и говорил, точнее Азамат и другие лингвисты сравнивают его еще с уральским словом димту. Димту. Но на чеченском языке слово димту я не слышал. Уж что точно слышал, аналог слова тухум на чеченском языке это вар. Вар, верс, вот это слово синоним, я скажу так, слово тухум. Вот что значит тухум. Его переняли. Точно так же есть синоним этому слову на ингушском языке. Это шахары он называет. Они не хотят быть якобы тюркскими, но они называют шахар. Шахар это слово иранское, персидское. Чтобы было понятно, использовали персидский язык, а тухум вообще официально сейчас считают многие тюркским, но оно значение имеет арабское, чтобы было понятно. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Можете проверить, я вам не по энциклопедии читаю его, не по зачитываю. Можете официально проверить все версии. Долго обсуждали, говорили. Вот так вот. Ибраим, есть вопросы в Ютубе, есть? Почему мы тогда употребляем это слово? Мы не употребляем это слово. Может, ты употребляешь или вы употребляете. Ну, потому что оно вошло в обиход. Мы же телефон говорим, да? Телефон туа олвай. Нохчимата за'ни вал мацол. За'ни вала цаол. За'юх вахца ол.
Мы говорим телефон, интернет. Многие слова переняли и используем. Но его используют. Я не могу ничего поменять, к сожалению. Было бы иначе. Сегодня, на сегодняшний день, в 2018 году, весь научный истеблишмент ввел в обиход название нахчийская, то есть не чеченская история, а нахчийская история. Меня сегодня упрекают многие писаки, клавишные герои, в том числе и нарнийцы, почему я пишу нахчийская история, а не нохчи история и так далее и тому подобное. Ну, официальный научный оборот введен. То есть это обозначает, что теперь книги, когда пишут про нашу историю, история нахчийского народа можно писать его официально. И это не будет ни выдумка, это обоснованный научный этноним нашего народа. Но это наше родное Нохчи Боштык. Ну, кто-нибудь, нет, нам круто кажется. Вот бренд чеченцы есть, вот, и вот чеченцы, вот, бренд. Вот мы и остались на этом бренде. Хотя наши предки, в том числе и предки этих людей, которые сегодня любят этот бренд, и Берже, и Потта, все говорили, что они сами себя никогда не называют чеченцами и не любят, когда их так называют. Они называют себя Нахчи через А. Правильно будет на самом чистом диалекте чеченском, это будет через А говорить. Вот так вот было все. А сегодня многие не хотят этого говорить. Мне проще. Я даже любому русскому, кто спрашивает, ты чеченец, я говорю, нет, я не чеченец. Я Нохчи. Ой, Нохчи Маду. Так нас зовут, наши предки звали. И по крайней мере с 14 века мы так себя называли. А сегодня поменяли название во благо, в угоду каким-то людям. Я не хочу в угоду кому-то называть свой народ так, как его раньше не звали. Но это мое личное дело. То же самое. Хотите, называйте Тухум, называйте Тухум. Я зачем? Я, как знающий человек, буду говорить Харварду, Харгарду, Харнекайду, Хартайпту, Харсакамду. Вот и все. Разница между Маргал и Мархал не знаю даже наши ночи. Когда ты говоришь, что на чеченском языке история, это обозначает слово мархал, допустим, они говорят слово маргал. Маргал это вот высохшее, скукоженное что-то в таком формате. Но ты говоришь маргал и мархал, это разные вещи. Как ня это дверь, есть ня это шкура. Быка там без разницы кого там. Понимаешь, одно слово имеет несколько значений. Хотя некоторые ученые доказывают, поскольку ня в то время были шкурами, поэтому называют его типа ня, сегодняшний деревянный, а не потому, что она обтянута шкурой. Ну и мало того, и так далее и тому подобное. Но я видел в чеченском словаре, я интересовался вот, на чеченском языке, как звучит слово история. Там было написано мархал. И когда я говорю нохчик оман мархал яиц, все говорят, а мичерденах он дуаш мархал мадас. Ну не может быть, понимаете так. Это эн мат бувай, а история боштал дуаши маандоч гуачтадалош холилдаци. А следующая дука синцеш йохар яц нохчик мат эн бюч бол вайцац бол айлман чуах киде следующая цар хуолца. Цара история боштал дуаши цюкдалдаци. Эзер шашка хилмаду. Der oile is het zo'n heilig liefjes, schemat beats, all wa schemat dan wat uit zo. Het zo'n te dat er zo het al с войрош китер. Nog schemat дальше. Уважаемые друзья, на этом я заканчиваю сегодняшний эфир, стрим. Огромная благодарность
одной сестре с Ютуба и 2 братьям с Инстаграм, которые сегодня задонатили. Хоть небольшая, но это поддержка сделать что-то хорошее в нашем эфире. Огромная благодарность. Ждите завтра в 10 часов. Готовьте свои вопросы. Завтра мы будем разбирать новую тему, другую, отвечать на вопросы и на многие-многие интересное, многое другое. Вот. Если я что-то вас обидел, задел или что-то, я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха. Еще раз, я не призываю никого ни к сепаратизму, ни к терроризму, ни к чему плохому. Я призываю только изучать историю, чтобы мы не допускали ошибок, чтобы мы не допускали никаких сказок, мифов. Мы должны изучать историю, учиться, работать и размножаться. Остальное вы можете увидеть в моих эфирах, мою мысль, мою философию, задать любые неприятные для меня вопросы, и я вам обязательно отвечу. Последний вопрос. Анзор, Москва. У меня есть друг кумык, и он со мной спорит и утверждает, что Киши Хадж был кумык. Передай ему, своему другу кумыку, что он глубоко ошибается и врет. Киши Хадж не был кумыком, как и не был Ташу Хадж. Может, ты хотел сказать Ташу Хадж, но ни Киши Хадж, ни Ташу Хадж не были кумыками. Были ли ученые алимы среди кумыков? Были. Достойны ли братья кумыки мусульмане? Да, достойны. Но приписывать чужих или говорить, что они были наши, это некрасиво. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Раскидывайте наш сайт. Ибрахим оставит вам ссылки. Подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. Ибрахим новые технологии вводит. Стикеры, микеры, касты, аудио, книги. Мы все будем делать, чтобы вам понравилось. На YouTube канале. На нашем сайте bashlam.3w.com. На нашем телеграме подписывайтесь. Bashlam_20. В Фейсбуке Башлам Чимаев. ВК Башлам Чимаев. Инстаграм в Рутубе bashlam.3w. На Рутубе мы есть везде, кроме Одноклассников. Подписывайтесь, читайте. Куда-то я выкладываю информацию, которую можно только там выкладывать. Есть некоторые места, где стукачат, сикофанят, докладывают, наговаривают. Поэтому есть надежные места, есть ненадежные. Подписывайтесь везде, читайте, много интересного. Информация не только о нашей истории, в принципе, и о политтехнологии, и о многих-многих вещах, которые в жизни вам могут понадобиться. Мы очень разносторонне можем заниматься разносторонними вопросами, и это очень важно. Про Киши, значит, передай ему, что он лукавит, и скажи, пусть не становится сказочником. Киши Хадж точно не был кумыком. Многие вещи, которые очень важны и нужны и в дальнейшем в жизни пригодятся. Будьте с нами, подписывайтесь. Если что-то интересное, документ, карта, что бы то ни было, скидывайте в директ. Обязательно отвечу. Если публиковал, скажу, публиковал. Если нет, нет. Завтра мы рассмотрим вопрос по Хаджи Мурату. Закину интересную тему. Амуд, к сожалению, не успел я ему сказать. Появилась новая тема. И мы ее постараемся завтра с вами рассмотреть. Немного об герое Льва Николаевича Толстого, Хаджи Мурат. О нем и немножко о других моментах истории нашего народа. И как нас пытаются втянуть в некоторые авантюры наши недоброжелатели. А так, Масер Бюстек Алюэл, Масер Адикюэл, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не забывайте порекомендовать наш канал вашим друзьям, знакомым. Европа, не Европа. Раскидывайте всем, приглашайте. Завтра в 22:00 у нас стрим, у нас интересно.
С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Если что, я на связи. Адеквел, Маш'Алlah.